Израиль – это прекрасный тренажер для определения приоритетов. Ну и иммиграция, кстати, тоже. Мысли вернуться не было никогда. Луганск 90-х. Hello. Я люблю вашу дочь, мы вместе, это мой ребенок, но жениться не буду. Ужас. Родившимся здесь детям вообще уже не объяснить, кто я, кем я был и чем я даже занимался. Они знают, что тобой нужно гордиться. Понимаешь, что когда на кону твоя жизнь или твоя молодость, то жизнь важнее. Рак равно смерть. Рак – это дерьмо. Не нужно ему приписывать никаких других качеств. Ты любишь смотреть, как она поет? Я очень люблю. Мне нравится ее голос. Відпусти, я благаю, відпусти. На Аллу Пугачеву я не метила, но хотя бы как Анжелика Варум. Ты счастливый человек? Мне кажется, что это самое естественное вообще состояние человека – быть грустным клоуном. Я выходила замуж за олигарха. И шо? Это вот такое вообще израильское счастье. Жить тяжело, но ты счастлив. Эта история вполне достойна Netflix. Вот синопсис. В конце 90-х молодая, симпатичная начинающая певица из украинского Луганска решается на переезд в Израиль, чтобы на исторической родине начать все с чистого листа. В это же время в далеком русском сибирском городе Томск молодой популярный журналист государственной телекомпании решает создать собственное частное независимое телевидение. И ему это удается. ТВ-2 – одна из самых ярких независимых региональных телекомпаний России, настолько ярких, что в 2015-м государство решает перекрыть ТВ-2 кислород. Настолько они не хотели подчиняться общепринятым правилам цензуры и дорожили своей свободой. Вот тут-то они и встретятся. Полина и Аркадий полюбят друг друга, поженятся, произведут на свет 3 детей. Но это не конец. Вместе им придется пережить 2 войны и рак Полины. В самый разгар лечения мы договорились с ней о том, что как только лечение будет окончено, мы встретимся, поговорим и попытаемся рассказать всю эту историю. Она такая объемная, что едва вмещается в YouTube-формат. Но мы постарались. Смотрите. Полина, Аркадий, мы встречаемся с вами в довольно драматический момент и для вашей семьи, и для тех 3 стран, к которым вы имеете отношение. Полина, ты только что закончила лечение от рака. Да. Какой-то этап его. Аркадий, ты только что принял важное решение, касающееся нового твоего бизнеса, то есть того бизнеса, который уже после России. И, в общем-то, наверное, все непросто. Но вы не выглядите людьми, которые находятся в унынии. Или это улыбчивая депрессия? Да не, мы просто проживаем жизнь. И мы достаточно погружены во внутренний свой мир, а в нем, в общем, все в порядке. Мы считаем, что все сейчас как-то восстановится, и опять начнется та жизнь, к которой мы привыкли. Мы же до этого жили, в общем, мирной жизнью. И дети о том, что такое война, только последнее время поняли. Я думаю, что это все и будет дальше продолжаться. Я вот вернулся из Риги, из города, который я обожаю, и с младшим сыном туда ездил. Из города, в котором у тебя корни. Откуда корни, и мне важно туда детей привозить и показывать. И я разговаривал с израильтянами, которые уехали туда. И они уехали с детьми. И я спрашиваю, а кто ваши дети по идентификации? Они вообще... Этот вопрос стоит перед вами, перед детьми. И мне говорят, что не спрашивай, не задавай этот вопрос, потому что это очень сложный вопрос. У нас нет на него ответа. И мы обсуждали это и подумали, что все-таки детям нужно ощущение страны. И даже не ощущение страны, а ощущение того, кто он. У ребенка должен быть простой ответ на вопрос, кто он. Вот наши израильтяне, это важно. Они сейчас. точно израильтяне? Да, они без сомнений Абсолютно. израильтяне. А вы кто? Я абсолютно израильтянка. То Я есть не могу... ты не украинка? Нет, даже когда я приезжаю за границу, вот мы были с подругой в ноябре в Милане, очень много арабов, мусульман вокруг, много пропалестинских каких-то выступлений было, это было все время на глазах, и было тревожно. И я думала, вот если меня сейчас спросят, откуда я не смогу соврать. Для меня это какое-то, ну вот что-то, в принципе, я из Израиля. Нет других вариантов. Для меня это более сложный вопрос. Конечно же, не россиянин. У меня даже не будет сомнений, когда я буду называть. У меня возникнет вопрос,
еврея или израильтянина. А вот объясни, в чем разница? Ну, во-первых, среди израильтян есть вообще не евреи. Израильтяне – это такая куча мала в каком-то смысле. Это вопрос паспорта, гражданства? Нет, или чего? это вопрос внутреннего самоощущения. Да? Ну, вот, например, у Полины есть подруги, которых 25% еврейской крови. Они приехали сюда, они имеют право на репатриацию, и они здесь живут уже, допустим, 20 лет. Даже 20 лет назад они бы не сказали, что они еврейки. И сейчас ничего в их в этом самоощущении не появилось, кроме того, что добавилась страна, и они израильтяне. А я 53 года жил в ощущении, что я еврей. И как-то Витя Шендерович на одном из выступлений, у него даже, по-моему, есть такая миниатюра или рассказ, где он говорит о том, что из большого количества идентификаций россиянин, литератор, отец, ну и так далее, у каждого человека их много. Первое, что ему приходит в голову, это москвич. Так вот, 53 года, первое, что мне в голову пришло бы, если бы меня спросили, кто, я бы сказал, еврей, наверное. И это стало меняться, потому что израильская сущность, она, конечно же, имеет для меня огромное значение, но в то же время и еврейскость никуда не делась. Это то, что пришло ко мне с мамой и с папой. Это то, в чем я рос. Это не обязательно быть религиозным и соблюдать традиции. Это вот именно то самое ощущение. Ну, кто? Ну, еврей, конечно. Мне и напоминали об этом часто. Да я, в общем, от этого и не отказывался. На самом деле, 7 октября это тоже изменилось. Это как с Украиной. Часто войны, они наоборот как бы приносят к идентификации национальной очень мощной. То есть израильтяне, которые всегда говорили, да вообще, ну как бы еврей, не еврей, какая разница. Вдруг с ростом антисемитизма в мире, когда это звучит отовсюду именно за пределами Израиля, то и в Израиле вдруг именно еврейское самосознание очень сильно выросло. И для молодежи. Потому что молодежь – это израильтяне, то есть они как бы люди мира, а сейчас это изменилось. Я знаю много россиян с еврейской кровью, которые как бы становились евреями только в момент, когда антисемитизм появлялся. То есть тогда для них было принципиально сказать, подождите, я тоже еврей. А в обычной жизни они жили, как все россияне, и это для них не имело значения. Видишь, вот это вот отель «Синема», это первый кинотеатр в Тель-Авиве, и это культовое место. Ну, вообще, человек, который впервые едет в Тель-Авив, он, конечно, вот не это ожидает увидеть. Ты как себе представляла, когда ехала? Я приехала сюда в 90-х из Луганска, поэтому, увидев пальмы, я ошалела от счастья и полюбила Израиль сразу. Я попала в сказку. Ты целенаправленно ехала в Тель-Авив? Нет, я приехала же по программе, по Наале, и приехала в город, называется Ода-Шарон, такой маленький городишко. Интернат был прям в центре города, если это можно назвать городом. И помню, в первый же день мы отправились с подружкой в торговый центр. Я не знала, что такое торговый центр. В моем детстве были универмаг «Россия». Огромное здание. Луганский универмаг «Россия»? С пустыми полками просто, знаешь, где полный дефицит всего. И тут мы идем в торговый центр, просто вдоль дороги, вдоль которой пальмы, закат, фонари. Я иду, понимаю, блин, как красиво. И тут мы попадаем в торговый центр. Сейчас я понимаю, что это, наверное, какой-то малюсенький, местный захолустный торговый центр. Он мне в тот момент показался чем-то роскошным. Можно пробовать духи, можно накраситься. И, в общем, мы с подружками активно этими благами пользовались. Так что я Израиль сразу полюбила. А как ты приняла решение остаться? Я приняла решение уехать. У меня не было мысли возвращаться, несмотря на все сложности, нищету, все, родители там, я здесь. Тогда не было телефонов умных, тогда выдавали карточку в автомат на 15 минут на месяц и живи с этим как хочешь. Мысли вернуться не было никогда. Луганск 90-х. Hello. Понимаю тех новых репатриантов, которые приехали сюда и увезли своих детей отсюда, просто потому что это не стало их страной, это нормально, это и не может стать так быстро. Это ты должен как-то пожить здесь и вдруг понять, что бабах твое или не твое. Я вот несколько дней назад познакомился с одним российским кинорежиссером, одним из самых успешных и знаковых режиссеров, который состоялся в Голливуде. И он мне говорит, это удивительное дело. Я приехал сюда, пожил какое-то время и понял, что я здесь когда-то жил. Вот у меня нет такого прямо соединения. Но это я к тому, что какие эмоции может эта земля дарить. Она очень активная, она очень ядерная. И она не каждому подойдет, безусловно. Потому что если человеку важно абсолютное спокойствие, здесь ты этого не получишь.
Здесь все бурлит, все слишком, все чрезмерно. Национальный характер чрезмерный. Расстояние между людьми маленькое, все машут руками. Вот это чувство патриотизма, оно какое-то, оно сносит голову, и некоторым кажется, что это слишком много пафоса. Да этого не может быть, это вообще-то прикидываетесь вы. Ну, на самом деле, это для многих это просто естество. Я живу в Израиле с 99-го года. Вот в октябре будет 26 лет. Никогда я об этом раньше даже не задумывалась. Даже вообще не мыслила себе как жизни в какой-то другой стране. И вот, наверное, после 7 октября впервые какие-то такие мыслишки закрались ко мне в голову. Хочется какого-то спокойствия. Хочется другого фона, но от него сейчас не убежишь, потому что он внутри нас, потому что это и Россия с Украиной, это и еврейская тема, от которой ты не убежишь никогда и нигде. Поэтому здесь, как это ни странно, безопасней и спокойней, когда ты внутри этого очага живешь. При этом в местах твоего детства все равно идет война. Тебе возвращаться, получается, по сути, некуда. Ну, про Луганск я бы никогда не думала туда возвращаться, конечно. С 16 лет у меня нет дома. Я как уехала из Луганска, и я поменяла какое-то безумное множество квартир, домов, и вот это вот ощущение чемоданности в моей жизни присутствует постоянно, но при этом Израиль это и есть дом. Аркаш, я очень хотела, чтобы ты был нашим проводником в мире эмиграции, и поэтому мы встречаемся здесь, в Тель-Авиве, в студии. Но так получилось, что путешествие по Тель-Авиву мы начинаем прямо из этой студии, а у нее окна оказались на кладбище. Я, узнав об этом, страшно расстроилась, но ты сказал, что это не простое кладбище, а какое? Если хочешь узнать историю становления Израиля как государства, то лучше всего прийти как раз сюда. Это не просто кладбище, а такой пантеон лучших людей Израиля. Здесь вообще, говорят, похоронено около 5000 человек. Есть несколько могил братских жертв погромов, которые здесь тоже случались. Но вообще, если бы они все ожили, если это представить, как планируется, да, то мы бы услышали преимущественно русскую речь. Кстати, Трумпельдор – это тоже фамилия, и он здесь не похоронен. Он просто один из выдающихся деятелей сионизма, очень многое сделал, и в честь него назвали это кладбище. Но здесь из таких знаковых людей, важных людей для Израиля, ну, например, Хаим Бялек, поэт, который писал на идише и на иврите. С ним связана интересная история, что когда он приехал сюда жить, здесь уже была улица, названа его именем, что вообще для еврейской традиции редко бывает. Здесь есть такой человек похоронен, у которого фамилия Орлозоров. В русском произношении Орлозоров, наверное. Орлозоров, да. А здесь все Орлозоров, да. Мне кажется, что он даже твой земляк из Ростова. Но он учился и жил в Германии. И помимо того, что он просто выдающийся деятель сионизма и очень много сделал для становления Израиля как государства, с ним связана еще одна потрясающая совершенно история. У него был, когда он жил в Германии, бурный роман с одной девушкой, которую звали Магда. Даже к свадьбе, в общем, дело шло. Но в какой-то момент, к концу их отношений, она увлеклась другим немецким человеком, живущим в Германии, и в конце концов вышла за него замуж. А потом родила еще ему 6 детей. И этот человек, которым она увлеклась и которого влюбилась, была фамилия Геббельс. То есть она мама его детей, Геббельс вместе с ней, с их детьми приняли яд. И если бы история сложилась бы как-нибудь иначе, то она вполне могла бы быть женой выдающегося сионистского деятеля. И быть похороненной здесь. И быть похороненной здесь. Здесь, например, похоронена жена первого мэра Тель-Авива Дизингов. Сам мэр Дизингов здесь похоронен, его жена тоже. Ну и здесь, конечно, Арик Айнштейн похоронен. Он вообще умер сравнительно недавно, за несколько дней до моего появления здесь. И это, голос нации, можно так сказать. Это Битлз и Акуджава вместе. Это
это человек, которого знают все в Израиле. Он актер, он музыкант, он основоположник рок-музыки. И его могила здесь одна из самых так часто посещаемых. И сюда люди приезжают, и песни его поют. Так что вот что такое это кладбище Трумпельдора. Вообще все, что связано с похоронами и с прощанием, еврейская традиция, мне кажется, одна из наиболее мудрых. То есть вот все мои детские воспоминания, которые связаны так или иначе со смертью, они очень тяжелые. То есть, когда труп находится в квартире, сидят люди вокруг, и это всегда было очень тяжело. И эта процессия, когда несли гроб по улице, и с этой музыкой, это одни из самых неприятных моих детских воспоминаний. По еврейской традиции хоронят практически сразу после того, как человек погиб или умер. И на следующий день чаще всего. Это немножко странно для нас, особенно если вдруг человек погиб неожиданно, например, в аварию какую-то попал, и получается, что практически сразу он исчезает. Но евреи считают, что тело должно как можно скорее соединиться с Богом, и нельзя душу заставлять мучиться, поэтому быстрее это надо сделать. И после смерти есть шива. И это вот, мне кажется, выдающееся изобретение еврейской традиции, еврейского народа. Это когда в течение 7 дней ты ждешь гостей. И каждый день к тебе приходят какие-то люди. Это могут быть родственники, это какие-то знакомые, коллеги, соседи. Это могут быть вообще незнакомые люди. И ты в течение 7 дней проговариваешь эту боль. Ты показываешь фотографии, ты рассказываешь какие-то истории, связанные с тем, кого ты потерял. И ты постепенно, проговаривая это, расстаешься с этим страшным грузом. Не навсегда, конечно, это невозможно, но тебе приходит очень сильное облегчение. Здесь нет фотографий, потому что, опять же, в традиции нельзя лицо человека показывать. Все могилы без фотографий, просто с надписью. А учитывая, что в иврите нет заглавных букв, так эти надписи вообще сливаются для человека, который не владеет языком. Ты читать уже выучился на иврите? Читать – это, наверное, одно из самых простых наук в иврите. А говорить? Говорить, понятно, что я лучше говорю, чем ты. Я не говорю. И больше понимаю. Но я приехал в том возрасте, когда все языки даются тяжело. И несмотря на то, что он мне очень нравится, он мне очень нравится на слух, и он мне очень нравится эстетически. Мне нравится, как буквы нарисованы. Но овладеть им в такой степени, чтобы выражать сложные мысли. А для меня язык – это инструмент. Я, конечно, не смог и не смогу уже. Но я продолжаю заниматься, я вслушиваюсь в эту речь. А с точки зрения дома, вот понимания того, что ты дома, привык уже? Израиль, если ты влюбляешься, то как-то это происходит само собой, и ты даже не понимаешь, что явилось причиной. И Израиль умеет влюблять в себя. Когда ты перестаешь видеть какие-то шероховатости, которые раздражают людей, смотрящих на Израиль со стороны. Ты начинаешь видеть что-то другое, что более важно. Вообще, Израиль – это прекрасный тренажер для определения приоритетов. Ну и иммиграция, кстати, тоже хороший тренажер. Сразу отваливается лишнее. Это тяжелая наука, когда ты перестаешь обращать внимание на ерунду, начинаешь думать о главном. Израиль помогает это сделать. Но сказать, что я стал израильтянином до мозга костей, как, например, родившиеся мои дети здесь, нельзя будет никогда, просто потому что я приехал в 53 года. И вот это мое состояние, когда я здесь, но я не полностью здесь на 100%, это какое-то новое состояние, которому можно сопротивляться, и масса людей сопротивляется до конца жизни. А можно его принять как за самодостаточное состояние. Я понимаю, что некая болезненность моей этой любви к Израилю, она будет присутствовать всегда. И я никуда не денусь, и, видимо, уже и не нужно. Мне важно, что у моих детей этого состояния не будет вовсе. Они, конечно, часть всего этого пейзажа на все 100%. Полина, тебе 41 год, и ты совершенно потрясающе выглядишь. И я бы никогда в жизни, если бы я не знала, не сказала, что вот только что ты закончила лечиться от рака груди. Этому предшествовала химиотерапия, операция, облучение, поскольку очень многие люди сталкиваются с этим, но боятся говорить, а ты сделала свою историю публичной. Я бы хотела тебя попросить быть нашим проводником в мире женского рака и того, как это преодолевается и переживается в конечном итоге. Солидная миссия. В твоей семье рак появился довольно рано. Болела мама, правильно? Мне было 25, маме было 50.
когда диагноз ей поставили. Мы об этом не знали, хотя мама ходила по врачам и била в тревогу и говорила о том, что по женской линии есть случаи рака. Но То так есть у мамы были еще случаи рака? Да, но это какие-то родственники, которых я не знала. Например, моя прабабушка умерла от рака яичников тоже. Я ее не знала, например. Сестра моей бабушки умерла тоже от какого-то рака по-женски, не знаю точно какого. Ну, в общем, были истории. Мама приходила к врачам и говорила, что вот я себя чувствую не очень хорошо. Ей все говорили климакс, потому что у нас такое, с одной стороны, благословение, с другой стороны, проклятие. Мы очень хорошо выглядим. Мы не выглядим больными, скажем так. Мы выглядим такие, кровь с молоком, и все время, и на протяжении всей химии мне все говорили, как ты хорошо выглядишь. Как бы, с одной стороны, приятно как комплимент, а с другой стороны, ты себя чувствуешь, ну я же не сочкую, люди добрые. Вот врачи к маме относились как к человеку, который сочкует, который придумывает. Говорили, вы молодая, красивая, здоровая женщина, что вы нам морочите голову. У мамы при этом поднималась каждый вечер температура на протяжении года, у нее были приступы боли такие, что до потери сознания, месячные нерегулярные. Ну, куча признаков, по которым просто прийти и проверьте меня уже, сделайте. Может быть, их и нельзя винить, потому что рак яичников тем и опасен, что его очень сложно выявить на ранней стадии. А когда выявляют, то, как правило, уже конец 3-й, 4-й и поздно. Ну, сейчас уже есть какие-то новые методы лечения. Я не знаю, мама умерла 11 лет назад, и на тот момент с таким диагнозом тебе говорили, что просто вот у тебя есть максимум 4,5-5 лет. Вот смертельный диагноз. А сколько мама прожила в итоге? По максимуму, который ей дали. Почти 5 лет, 4,5. Как быстро стало понятно, что там генетическая мутация, которая есть у мамы, при таком диагнозе сразу посылают на генетический анализ, когда у женщины рак яичников. И тогда же послали нас с сестрой на анализ, когда у нее нашелся. И я жила в счастливом неведении, что у меня нет этого гена, потому что я не получила его результатов. А в Израиле, как известно, что если что-то есть, с тобой связываются. Сестра точно получила, у нее не было. И я как-то, не получив никакого ответа, решила для себя, что и у меня нет. И жила вот в этом ощущении счастливом довольно много лет. Может, и хорошо, что так. Потому что я не была в гонке скорее рожать детей, скорее. У меня тогда не было еще отношений. А так никто не знает, как женщина может себя повести в таких диких ситуациях. А вот для того, чтобы было людям понятно, вот эта мутация, что она означает? Есть мутация BRCA1, есть мутация BRCA2. Это немножко разные истории. BRCA1 конкретно ответственен за рак яичников и за рак груди. И шанс заболеть и тем, и другим раком очень высок, но оказывается, что шанс заболеть раком груди, там у тебя вообще практически нет шансов им не заболеть. Но я об этом не думала. Нет шансов не заболеть? Ну, практически нет шансов не заболеть. Там что ли 80% вероятность. А яичников 25% или 50%, я не помню. Это то, что мы знаем, то та мутация, которая была у Анджелины Джоли и ее мамы. Именно. Каждый врач, с которым я встречалась, они не переставали говорить спасибо Анджелине Джоли за то, что она вообще привлекла внимание к этой проблеме, и что благодаря ей очень много женщин во всем мире узнали об этой мутации. Поэтому я и начала писать вообще в этой истории когда-то, когда выяснилось, что у меня этот ген есть, я об этом написала. Потом, раз я об этом написала, когда я решила сделать эту превентивную операцию на яичнике, я об этом тоже решила написать. Ну, потому что об этом уже написала, значит, нужно и об этом сказать. А потом уже, когда вдруг обнаружился у меня рак груди, я написала об этом, я все время старалась без какого-то особого драматизма, без пафоса. А потом уже люди мне начали писать, а как ты, а как, а что. Я думаю, чем я буду каждому отдельно отвечать, буду такими постами отписываться. Сейчас самый тяжелый момент в твоей жизни? Нет, что ты. У меня было очень травмирующее начало репатриации. То есть, вот, когда закрыли телекомпанию, и все рухнуло, опора вся эта. В моей жизни не было ничего такого, что нельзя было бы перенести. В моей жизни хороших моментов значительно больше. Просто я с возрастом грустнее немножко становлюсь в восприятии многих вещей. Но это не от того, что плохо, а от того, что, в общем, на самом деле жизнь гораздо грустнее, чем тебе кажется, когда тебе там 40 лет, 20 лет. Жизнь довольно грустная история. Что в жизни оказалось самым важным? Сейчас ничего важнее для меня, чем дети, нету. При этом я отвергаю любые способы такого специального воспитания. Вот Полина, она моложе меня, пусть она их воспитывает, а я с ними хочу проживать просто.
Просто находиться, разговаривать. Мы много разговариваем, и это довольно трудно мне с ними, учитывая, что у них словарный запас на русском языке не такой богатый. То есть твой иврит сопоставим с их русским? Нет, они значительно лучше русский язык знают, чем я иврит, да. И я читаю им много, на русском, разумеется, да. И некоторые книги нуждаются в переводе, в том смысле, что они про какую-то такую действительность, которую они ничего не знают. Вот я там читаю Носова, например, и приходится целыми кусками либо пропускать, либо дополнительное объяснение, потому что они вне этой реальности советской. Слушай, мы короткие рассказы Чехова с детьми читали. Лошадиную фамилию мне пришлось объяснять, буквально все, включая слово «овес». Да, откуда им знать овес, да. Вот. Но, тем не менее, какие-то важные вещи, как человек, который много раз сталкивался с серьезными такими почти экзистенциальными проблемами в своей жизни, я очень хорошо понимаю, насколько важно ощущение тыла у человека. Единственное, что я сейчас могу дать своим детям, это что у них была абсолютная уверенность, что как бы жизнь у них ни складывалась, кем бы они в этой жизни ни стали, что бы в их жизни ни происходило, у них есть мы, семья. Они должны быть в этом абсолютно уверены. Это залог психического здоровья. С моей точки зрения, это понимание, что есть вещи, когда ты можешь просто расслабиться, положиться. Это как человеку упасть спиной назад. Не каждый может это сделать. Не каждый даже уверен в том, что сзади его кто-то подхватит. Trust fall называется. Я хочу, чтобы они, оглянувшись и увидев знакомые лица, падали без всякого сомнения в жизни. Это важное качество. Я был во многом лишен сам этого в силу разных причин. И я хочу, чтобы у них это было. При этом здесь, в Израиле, собралась вся твоя семья. Абсолютно. То есть все твои дети от предыдущих браков. Да, и мама моих старших детей, моя первая жена здесь, и мы все, вот именно как раз этот кулак, и внуки с детьми, большие друзья, и плохо себе представляют друг без друга. И это прямо вот то, что я пестую. Ты счастливый человек? Конечно, как можно быть с таким ощущением несчастным, может быть грустным. То есть ты грустный, но счастливый. Как я про Мишу Шаца сказал, что Миша, ты стал грустным клоуном. А он тебе что? А он согласился, да. Ладно. После того, как он приехал сюда, познал вот это разрушение прошлой жизни, познал радость чего-то нового, приятие этого нового, он стал грустным клоуном. Мне кажется, что это самое естественное вообще состояние человека – быть грустным клоуном. Помнишь, как ты Аркаше сказала, что у тебя рак? Очень помню. Этот дамоклов меч над нами висел. Потом выяснилось, что лаборатория просто потеряла мой анализ. Но я совершенно случайно попала к генетику по новой. Она говорит, знаешь, я с таким еще не сталкивалась. То есть я вижу, что ты делала анализ, и нет результата. Говорит, но сейчас, говорит, ты пойдешь на повторный анализ. Если вдруг у тебя найдут этот ген, в обморок не падаем. Говорит, мы знаем, что делать. И вот тогда она мне рассказала о том, что есть клиники для женщин с этим геном. Она меня отправила в Иерусалим, больница Шаарей Цедек. И, собственно, мне все врачи, хирург, которая попала, как только все обнаружилось, она мне сразу сказала. Она увидела мамину историю, она видела испуг в моих глазах. И она говорит, твоя история и мамина история – это две разные истории. И начались, бюрократия какая-то началась. И мне как раз началась корона. И, в общем, все мое первое обследование отложилось как минимум на год. И как-то все вдруг и вся история с BRCA отошла на второй план. Потом я таки попала в эту клинику, прошла дважды там обследование, поняла, что яичники мне удалять нужно. А как это понимает человек? Потому что тебе говорят, до 40 лет родить всех детей и удалять. Дальше там уже вероятность того, что будет рак яичников, очень высока. И я готовилась к этому морально и решила, что я буду ездить сюда каждые полгода, яичники я так и так буду удалять. Про грудь даже не думала, у меня не было вообще в голове мыслей о раке груди. И решила, что я пока не буду туда ездить, удалю яичники и потом вернусь на наблюдение. Это сложное решение? Очень, конечно. То есть это твоя молодость, твоя женственность. Когда ты насильственно себя вводишь в хирургическую менопаузу, хотя ты знаешь, что ты еще можешь много лет, потому что генетика у нас такая, у нас в семье, у всех женщин допоздна. Непросто. Но, с другой стороны, ты понимаешь, что когда на кону твоя жизнь или твоя молодость, то жизнь важнее. И когда я пришла к хирургу, которого я выбрала, он посмотрел мои документы, увидел BRCA1, мама умерла от рака яичников, он говорит, ты понимаешь, что эта операция – это не прихоть,
Это операция по спасению твоей жизни. Ну, тогда мне как-то, знаешь, важность принятого мною решения подтвердилась. Безусловно, мужчины в моей семье вздохнули с облегчением, потому что страшнее всего приняли новость о моем диагнозе папа мой и Аркаша. Да? Ну, конечно, да. Ну, вообще мужчины эти темы пугают. Очень трогательно они так переживали за меня. И все, и я по своим меркам, мне казалось, что я сделала все нужное, чтобы обезопасить свою семью. Мы относились как к такой технической задаче. Я вообще ничего не понял, я просто не думал. Может быть, ты помнишь, на заре существования коммерческого телевидения была такая бегущая строка. Эта бегущая строка составляла иногда до 80% всех доходов провинциальных телекомпаний. Да ты что? Да. Бегущая строка и программа поздравлений. Так вот, смотреть телевидение с этой бегущей строкой было невозможно. Поскольку у меня есть ДВГ, мне нужно было всегда выбрать, что из этого я сейчас буду делать. Привлекает твое внимание. И я умел, помню, выключать бегущую строку из своего сознания. То есть я умел сделать что-то такое сознание, что я перестал его воспринимать. Так вот, я, по всей видимости, научился тогда, возможно, выключать некоторые моменты. То есть болеет раком. Это как опасность выключилась. Я вообще об этом не думал. То есть надо сделать операцию. Надо удалить вот это. Надо спросить, главное, у правильных людей, что именно надо удалить, потому что там тоже есть варианты. Удалять яичники, удалять матку, удалять все вместе. Перестать суетиться, выбрать правильное решение и исследовать ему. А все остальное выключить. Я вообще не психовал по этому поводу. Но мне казалось, что я обезопасила себя и свою семью от рака, потому что я прошла превентивное удаление яичников. Дальше я с чистой совестью просто хожу, наблюдаюсь для галочки, но все в порядке со мной. Я просто приехала на очередную рутинную проверку. Есть такие клиники для женщин-носительниц этого гена. Приезжаешь раз в полгода и проходишь полный чекап. И раз в год маммография с ультразвуком. За полгода до этого я прошла весь этот список, и МРТ, и все у меня было хорошо, и поэтому я с абсолютно чистой душой ехала на эту проверку, и после этого собиралась ехать на работу, то есть вообще приехала еще сама, и про себя посмеивалась над женщинами, которые сидели там с мужьями или еще с кем-то. Думаю, чего она приедет, зачем тащить за собой мужика на проверку. Сделала маммографию, меня отправили ждать ультрасаунд. Потом меня вызывают и говорят, вы знаете, что-то не понравилось врачу. Давай еще раз сделаем маммографию, а потом уже зайдешь опять на ультрасаунд. Но тут мое сердце забилось. Мне сделали еще раз маммографию, и врач тут же смотрит, говорит, ага, вот я вижу в груди. И таким очень обыденным, монотонным тоном начинает просто говорить такой текст. Вот сейчас мы сделаем тебе ультрасаунд, и если мы увидим тоже на ультрасаунде, то я у тебя сразу же возьму биопсию, потому что с твоей историей как бы особо вариантов, наверное, нет. И тут она такая смотрит, говорит, ага, вот я вижу опухоль в груди, ага, вот и в лимфоузлах. Угу. Сейчас я возьму у тебя 3 биопсии из одного места, 3 из другой, а я лежу, я слова не успела сказать. То есть ты просто из точки 0 в такую точку, я не знаю, 1000. И лежу, и в голове такой шум, и я не понимаю вообще пока, как реагировать. Он говорит, вот сейчас я беру у тебя биопсию, это больно. Тебя прям прокалывают глубоко и берут из тебя кусочек ткани твоей, причем по 3 таких вот прокалывания в каждом месте. И пока она мне делает эти прокалывания, она продолжает свой вот этот вот текст монотонный. Сейчас я тебе поставлю клип, но тебе не нужно понимать, что это такое, это на будущее, если тебе будут делать химию, а опухоль после этого исчезнет, а потом нужно будет это вырезать, и чтобы хирурги знали точно, где вырезать. Я такая, так, какая химия? О чем? Я пришла на рутинную проверку. И тут она заканчивает и говорит, нужно пойти опять на маммографию, то кабинет напротив, чтобы посмотреть, что эти клипы встали правильно. Ты в порядке? Я говорю, да, я в порядке. И в это время я встаю и понимаю, что я не в порядке. У меня вот так вот как-то почему-то все, вот земля под углом, зубы вот так вот, челюсти трясутся, мне холодно, и вдруг слезы градом. И при этом в голове я была спокойна. Я такая, так, чего ты? Возьми себя в руки. Да что это такое? Мое тело просто в такую паническую атаку зашло. Я никогда такого не переживала. Они сначала думали, что у меня упало давление, уложили меня, ноги кверху, там сладкий чай. Давление у меня было абсолютно нормально, просто меня вот так вот колотило, я слова сказать не могла. Но они меня там окружили заботой и говорят, а у тебя есть кто-то в Иерусалиме? Нет.
а как ты приехала? На машине, сама. Да, и тут я вспомнила про тех женщин, над которыми я смеялась до этого. Боженька меня наказал. Я звоню Аркаше, потому что он всех знает, и пытаюсь ему с этими трясущимися зубами спросить, есть ли у нас кто-то в Иерусалиме, кто может приехать просто посидеть, побыть со мной. Он пока тоже сам не понимает, что происходит. Ну, в общем, вот это вот все. А как ты говоришь, мне поставили... Еще диагноз не поставили. Рассказала, что вот увидели, нашли что-то, взяли биопсию. Конечно, в итоге никто не приехал. Я сама как-то доехала домой, я уже не помню как. Естественно, ни на какую работу я после этого не поехала. Тогда мы поняли, что, скорее всего, это оно. Вряд ли это может быть что-то другое. Но я для себя сделала тогда выбор до оглашения результатов об этом не думать. Как-то таким усилием воли я такая, окей. Получилось? Да. Ты знаешь, получилось. То есть 1,5 дня я была в таком чуть-чуть шоковом состоянии. Слово «химия» меня очень сильно напрягло, потому что с мамой мы это все очень много в разных вариантах проходили, и у меня был прям такой триггер. Но я подумала, я изменить сейчас, повлиять на эту ситуацию я не могу. Ждать вот в этом трясущемся состоянии, смысл. И я как-то переключилась, у меня получилось. И даже в какой-то момент я практически об этом забыла, но мне напомнили, позвонили, сказали, приезжай. Сколько времени прошло? Быстро, неделя, может, чуть больше. Сразу спросили, с кем я приеду. Вот мы приехали с Аркашей, и врач нас усадила, говорит, к сожалению, у меня нет для вас хороших новостей. То есть тут уже было душевней? Гораздо душевнее, да. Они прекрасно себя вели, они много раз вообще спрашивали, осознаю ли я, понимаю ли я вообще, что они мне сейчас сказали. Но они мне сказали очень важную вещь, сказали, что ты сейчас войдешь в сложный очень период. И они так примерно по моим всяким показателям, они, видимо, уже понимали, что все этапы мне придется пройти, и операцию, и химию, и облучение. Будет тяжело, то есть никто не приукрашает, но ты через это пройдешь и потом дальше будешь жить. То есть это просто сложный период. И мне эта фраза очень сильно помогла. Я за нее прям все время держалась. Но мы знаем, что с этим делать. И в конце концов все будет хорошо. А ты задумываешься вообще иногда о том, сколько, в принципе, испытаний может выпасть на долю одного человека? Я на самом деле не воспринимаю то, что происходит сейчас, как какое-то личное испытание, которое меня наградили. То есть, когда мы узнали о болезни Полины, например, кто-то из моих знакомых, зная мои предыдущие истории, мне сказал, ничего себе на тебя валится. А я вообще никогда с этой стороны на то, что со мной происходит, и не смотрел. Это на нее валится, а не на меня валится в этом случае. И я не живу в ощущении разлитой ее болезни и страданий, связанных поэтому. Мне показалось, что в ситуации, когда ей предстоит вот эта борьба, и она будет длительной, я должен больше внимания уделять психологическому состоянию детей. То есть я воспринял это как задачу, чтобы они как бы не заметили или не так сильно заметили, что что-то у нас в семье происходит. Мне кажется, что мы с Полиной с этой задачей, в общем, справились. Сколько в твоей жизни жизней? Да, очень много. Так кажется, что 3, может быть, больше. Если бы в той своей прошлой жизни, которую тебе не получается отрезать, тебе получилось бы что-то изменить, что бы ты изменил? Я бы уехал оттуда раньше. И это тоже парадоксальное явление, потому что у меня были потрясающие 25 профессиональных лет. Это совпало с бурлением, которое происходили в стране, и это совпало с моим ощущением радости от свободы, которая наступила. И я воспользовался, не на 100, если процентов, то на какое-то большое количество процентов вот теми обстоятельствами, с которыми сложилось. В то время, когда для огромной части страны это была травма потери стабильности, ориентиров, уверенности в завтрашнем дне, для меня это был кураж и драйв. И, конечно же, я был очень счастлив эти годы. Я отказываться от этого времени не хочу. Но если бы я знал, как мне тяжело придется вживаться в новую страну, какая есть разница между тем, когда ты приезжаешь в 53 года и в 20 лет, то я бы сказал, да, спасибо, но я попробую вот эту счастливую, куражную, молодую жизнь прожить в той стране, с которой я хочу связать свое будущее. Но назад же нельзя мыслить такими категориями. И моя жизнь сложилась так, как она сложилась. Любопытно, что, например, родившимся здесь детям вообще уже не объяснить, кто я, и кем я был, и чем я даже занимался. Грустно? Вот. Это немножко странно, потому что это была такая мощная идентификация меня.
Вот. Кто ты был? Ну, все мои старшие дети прекрасно знали, кем я был. А сейчас у меня остались какое-то количество старых публикаций, мне привезли оттуда. И даже книг, где что-то там про меня или про телекомпанию ТВ2 написано. И я понимаю, что мои дети даже прочитать-то это не смогут. Они не читают по-русски? Это не родной их язык. Они плохо читают, и вряд ли они эти сложные тексты просто поймут. Ничего страшного, это просто немного удивительно, что это так, но не болезненно. Они думают, что ты кто? Слушай, это просто вопрос, который я сам постоянно себе задаю. Они меня спрашивают: папа, почему тебя все знают? Ага. Ну вот, например, мы были на Песах в музее Ану, там был фестиваль какой-то, какие-то активности, и каждый второго я знал, и меня знали, и они меня все время спрашивают: папа, а ты кто? Ну вот они задают: ты кто? Да почему тебя все знают? Они знают, что я занимался телевидением, что у меня были проблемы с политическим режимом, но так как они не знают это словосочетание, им трудно это объяснить, то я это свел к слову Путин. То есть у меня были проблемы с Путиным. Эти проблемы возникли, вынужден был приехать сюда, и здесь я познакомился с вашей мамой. Они всю эту как бы историю понимают, но они ее не осознают. Но ведь в моей семье и в моей личной биографии уже такое было. Я говорил про Латвию, и семья моего деда и моего отца, они занимались бизнесом. У них на улице Дзирнову было 3 очень приличных дома, больших. Не дома, в которых семьи живут, а многоквартирных дома. Доходных, да? То, что доходные дома, да. У них был меховой бизнес. И их сослали в 1941 году. Моего деда посадили в Усть-Лак, а всю семью отправили в Томскую область, моего 14-летнего папу. И, естественно, всю собственность отобрали. И каждый год, уже потом, я с папой ездил в Ригу на каникулы. И если бы папа мне тогда показал, а он боялся мне показать, что вот эти дома принадлежали нашей семье, я бы тоже ничего бы не понял. Как это принадлежали и почему их отобрали. Я был обычный пионер. И сейчас я своим детям показываю эти рижские дома, которые уже давно нам не принадлежат, и которые нам обманным путем стали принадлежать совершенно другим людям. Они тоже не понимают, как это так. Если это принадлежало нашей семье, то почему это больше нам не принадлежит? Ну, видимо, надо дождаться, когда они повзрослеют. А каким был Луганск в 90-е? Каким был Луганск? Он был нищим. Никто из моего окружения, не было детей, которые бы мечтали остаться жить в Луганске и построить в нем свою жизнь. Как-то у всех были мечты куда-то уехать. Моя сестра всегда говорила, что она выйдет замуж за иностранца. Так и вышло, у нее муж израильтянин. Кстати, мы говорили про универмаг «Россия», и я вспомнила, что совсем рядом был главный кинотеатр города Украина. Сейчас, конечно же, для меня это теплейшие воспоминания. Это дом, место, где я родилась. А ты себя ощущала там? Русская, украинкой, еврейкой? Еврейкой. Луганск был очень еврейским городом. У меня в классе было несколько евреев, в окружении. При этом моя жизнь все-таки была так или иначе вся вокруг музыкальной тусовки. А музыкальная тусовка, она вся еврейская. Это все было вокруг музыкального училища. Мы с сестрой учились там на студии педпрактики. Папа там работал концертмейстером. Бабушка была там человеком-легендой уже на пенсии на тот момент. Нас все бабушки-вахтерши знали. В выходные я приезжала, брала ключ у вахтерши и шла заниматься в какой-то из классов музучилища. То есть мы были все равно в неком вакууме. Почему я себя ощущала еврейкой? Я никогда не забуду, что ты там родился, ты говоришь на этом языке, ты ешь такую же еду, как все, но ты не чувствуешь себя другим. Пока одноклассник тебя вдруг не спросит: а у вас, у евреев? И ты такой: ага, то есть у нас, у них, что-то тут не то. И поэтому ты волей-неволей ты себя ощущаешь евреем. Но это было такое не негативное. Нет, я не сталкивалась никогда с открытым антисемитизмом. Я просто всегда ощущала, что я чуть-чуть другая. А это правда, что по израильским законам ты не еврейка? Приехала я сюда не еврейкой, потому что мама моя на 50% была еврейкой. Папа на 100%, но мама была по папе. Поэтому вот той четверти мне необходимой для того, чтобы считаться еврейкой, у меня не было. То есть ты в Луганске, ты еврейка, приезжаешь сюда и... Ну да, это же известная вещь, да. И? Я же здесь в армии служила. Так. И когда я была в армии, я сделала гиюр. Для солдат-репатриантов была именно при армии такая программа, очень кайфовая, потому что на тот момент я была солдатом-одиночкой, мои родители продолжали жить в Луганске, я жила здесь сама. То есть солдат-одиночка? Да, это звучит очень жалостно. Нет, это звучит тоже так, знаешь, как в вестерне. Человек, который отправляется один на войну.
Ну нет, я была таким жалким солдатом-одиночкой, снимала квартиру с пацанами, которые в этой квартире практически не находились, потому что служба у них была такая, надолго они, в общем, уходили. И мне в каких было... войсках ты служила? Я служила в ВВС, но звучит грозно, опять же, не менее грозно, чем солдат-одиночка. Но я была секретаршей у подполковника. На самом деле это очень престижно. Вот ты смеешься, я реально попала в очень престижное место, где это была компьютерная часть ВВС, где служили все, во-первых, очень высокие чины, но при этом они были программисты. И такие очень все интеллигентные, не солдафоны. То есть Я попала вот очень... айтишники. Да-да-да, я попала в очень такое интеллигентное место. При этом мой прямой командир, помимо того, что он был айтишником, он был летчиком действующим. На вертолетах летал. Я ему все время в дневнике назначала там отдельные дни, часы, когда он там на базе, где он тренируется, продолжает летать. Он очень обо мне заботился. Конечно, ты же солдат-одиночка. Но это не факт. То есть я к нему приходила, а ты все равно ты вроде бы как получаешь зарплату выше, чем обычный солдат, но ее все равно ни на что не хватает, потому что какие-то жалкие гроши. А Приходишь... еще говорят, в израильской армии хорошо платят. Какой армии срочникам хорошо платят? Не знаю. Я к нему просто приходила и говорила: Авнер, он, что? Я говорю, я нашла работу. Он, ну и? Я говорю, ну максимум мне нужно из офиса ходить в 2 часа дня. Можно? Он говорит, а у меня есть выбор. То есть вот такой был бесподобный человек. И тут был в Израиле громкий случай, когда они в Румынии проходили там какие-то тоже, не знаю, учения, и диспетчер совершил какую-то ошибку, и он разбился. И у меня была даже мысль назвать одного из своих сыновей в честь него, но у него слишком такое имя Авнер. Авнер даже, наверное, правильнее. Ну, такое прям совсем старомодно, такое тяжелое. Да, Гиюр. Гиюр. Тут я узнаю про этот курс, что он просто для солдат-репатриантов. Давай начнем сначала, для тех людей, Да. которые не понимают, что вообще такое гиюр. Посвящение в еврейство, когда ты сдаешь экзамены на то, чтобы стать евреем. Это не сопряжено ни с какими физическими трансформациями. Мальчики должны сделать обрезание, наверное, те, у кого их девочек? нет. А у девочек тебя в конце в миквы окунают. Это такой бассейн, куда ты должен окунуться, просто нырнуть полностью, и стоят рабаниот, и посмотрят, чтобы вплоть до каждого волоска, то есть нельзя, чтобы у тебя на ногтях был лак, то есть ты весь должен как бы окунуться в этой воде. А до этого должен сдать экзамены на знание Торы. Да, тебя задают вопросы, а какую молитву читать в этом случае, а вот перед этой едой, что ты будешь делать в шаббат, если, ну и так далее. По истории, работы какую-то я писала про кровный завет дружбы царя Давида с Йонатаном, сыном царя Сеула. Я должна была провести шаббаты в разных религиозных семьях, причем армейский гиюр, он не такой строгий, как обычный гиюр. Я продолжала ходить в брюках, потому что я была в форме все это время в армейской. И нас возили по разным общинам, и как и реформистские общины, и такие очень традиционные, в общем, очень разный мир нам показывали. Плюс нас возили в разные экскурсии. То есть это был такой учебный, кайфовый курс, в конце которого тебе предлагалось еще вот закончить его гиюром. Поэтому я ухватилась за эту возможность. А тебе это было важно, потому что тебе важно вот точно прям иметь документ, что ты еврейка, или тебе это было важно, потому что было интересно? Нет, ну никак это на документы не влияло. Мне просто... Я такая хорошая еврейская девочка. Мне хотелось, чтобы у моих детей был выбор, чтобы они не были ограничены. Вот раз их мама еврейка, значит, они могут делать, что они хотят. Захотят так женятся, захотят сяк женятся. Ну, в общем, чтобы не было этих ограничений. Мне хотелось, чтобы мои дети были настоящими евреями в этой стране по всем законам, а дальше пусть делают с этим, что хотят. Детей тогда у тебя еще не было. Конечно, я хорошая еврейская девочка. А получается, что вот этот вот образовательный курс как будто бы компенсирует недостаток генетического еврейства, который у тебя есть. Да. А это может пройти даже человек, у которого вообще ни капли еврейской крови нету. Да, этот курс может пройти человек, у которого нет ни капли еврейской крови. Я тоже знаю такую девушку. Она из Луганска тоже. Она все свое детство, юность она была окружена евреями, у нее была лучшая подружка еврейка, все парни, с которыми мне встречались, были евреями. У нас была своя тусовка в Луганске еврейская при Сахнуте. И мы даже не подозревали, что она не еврейка, пока мы не узнали вообще ее историю. То есть она приехала в Израиль, ее сначала отсюда отправили и сказали, ты неправильно оформила как-то документы. И она опять все заново начала, и она абсолютно израильтянка, она вышла замуж за израильтянина, она взяла израильское имя. При этом она не религиозная.
Просто вот она ощущала себя так и вот росла в этом сознании, окружении, что очень этого хотела, очень хотела здесь жить. Я бы очень хотела поговорить о таком феномене, который был свойственен очень короткое время России и который, на мой взгляд, на самом деле определяет свободу слова в любой стране. Это региональная пресса. В любой стране мира, более-менее существующей по человеческим законам, ты в городе всегда видишь местный канал, ты встречаешь людей, которые в кафе читают местную газету, и люди, как правило, слушают местное радио, потому что им важно понимать, что происходит у них в городе. В момент рождения ТВ-2 ты понимал, что действительно вот какой-то базис, на котором стоит городское устройство, какой-то социум? Нет, это все было абсолютно неосознанно. Это же не только мы. Это конец 90-х. Это рождение региональной независимой прессы по всей стране. Это был взрыв такой. А почему он случился? Потому что он не мог не случиться. ТВ-2 было создано в октябре 90-го года. Это еще Советский Союз. Это еще обкомы партии ЦК КПСС, отделы пропаганды. Это один канал. Одна как бы взрослая газета, одна молодежная газета. Все. Не было вообще никакого выбора. А в это время происходили удивительные процессы в обществе, когда у людей появилось ощущение свободы и перспективы. Появились разные мнения, появились лидеры этих мнений. А показывать, рассказывать, адекватно отображать все это было негде. И такие, как я, вдруг решили, а давайте создадим канал телевизионный, независимый. Я работал на областном государственном телевидении. Я пришел после университета на областное телевидение, попал в отдел новостей. Что такое отдел новостей образца 1987 года? Это сидит диктор, не журналист, который читает написанные журналистом тексты с выражением, с безжизненным лицом. Это отсутствие прямого эфира. И цензор вычеркнет те места, которые ему кажутся тайной. Я помню, что у нас один раз оператор снял с башни, с высокой точки. И эти кадры были вычеркнуты, потому что камера могла взять какие-то объекты, которые являются тайной. И какие новости? Это сначала ты читаешь новости партийные, не ты читаешь, а ты пишешь. Потом новости с промышленных предприятий, потом новости сельского хозяйства, потом новости культуры, потом новости спорта, потом погода. И тут страна бурлит, Томск бурлит. В Томске собираются строить завод белковых витаминных концентратов, БВК, как сейчас помню. А это значит, это ущерб экологии с точки зрения общественного мнения. А вообще все процессы демократические в Советском Союзе начались с экологических проблем, для тех, кто забыл об этом. И у нас начинаются митинги, а мне 26 лет. И я не могу поехать на этот митинг, потому что нельзя его снимать, его нельзя показывать. И мы правдами или неправдами пытаемся все это пропихнуть в эфир. У нас мало что получается. А потом объявляют конкурс. Тогда стало модным конкурсы на замещение каких-то вакантных должностей. Директорами заводов по конкурсу люди выбирались. И вот у нас объявили конкурс. И я по этому конкурсу становлюсь заведующим отделом новостей. Я мальчишка. И я убираю диктора, сажусь в эфир сам и рассказываю о том, что мне кажется важным. И я понимаю, что в этой системе государственного телевидения никому до этого нет дела. Главная задача провинциальных новостей образца 80-х годов – сделать такую программу, что их посмотрело как можно меньше людей. Этот меня подход вообще не устраивал. И я сказал: ребята, до свидания, я буду делать свое. На что люди опытные говорили: ты с ума сошел? Вообще томское телевидение появилось благодаря распоряжению председателя Совета министров СССР. Ты кто вообще такой, чтобы создавать новые каналы? И вот мы это сделали. Потом случился август 91 года, когда все замолчали. А мы отправили съемочную группу в Москву, которая пересылала кассетами то, что происходило в Москве, к нам в Томск. Самолетом? Самолетами. И мы это показывали. А потом мы звонили прямо в прямом эфире своим знакомым в Москве. Спрашивали: ты где живешь? На Кутузовском. Что у тебя за окном происходит? Описывай. И люди рассказывали, что они видят, где танки, где что, где митинги, где что-то. И нас узнал город. Невозможно представить сейчас это время, а им всем казалось, что мы рискуем. И нас, маленькую нашу студию, охраняли афганцы по собственной инициативе. Люди приносили нам еду, потому что мы 3 суток, все вот эти 18, 19, 20, 21 августа не выходили из студии. И мы в какой-то момент поняли, что мы не просто средство массовой информации, а мы часть некого городского пейзажа.
Чем отличается любое провинциальное медиа от непровинциального? А тем, что ты часть среды. Ты не только средство массовой информации, ты еще и место, где люди могут собираться, где происходят разные городские инициативы. «Бессмертный полк» — это было уже в конце нашего существования. А до этого, например, мы были организаторами турнира ТВ-2 по зимнему футболу, когда долгими зимними вечерами в выходные и днями мужчины, женщины, зэки, рабочие предприятия, студенты вузов выходили, невзирая на мороз, даже в 40-градусный мороз, играли в футбол. А летом мы организовывали там турнир «Хоккей на песке». А еще мы благотворительный фонд создали, и назвали его «Обыкновенное чудо», и собирали деньги на больных детей. И таким образом телекомпания ТВ-2 просто стала частью Томска. И если приезжала какая-то съемочная группа на какое-то событие, все понимали, что это приехал ТВ-2. Вот, поэтому постепенно пришло это осознание того места и роли, которое мы занимали. И когда нас убивали, люди вышли на улицу. Телекомпания ТВ-2 – это реально лучшая телекомпания региональной страны. И она должна жить, она должна работать, потому что ваше присутствие здесь показывает, что она нужна. За нас вступались. И у меня, с одной стороны, было ощущение невероятной благодарности этим людям. Митинги в том числе проходили в морозы. Один был вообще просто какой-то жуткий мороз, микрофоны ломались. А с другой стороны, уже потом отсюда я понимал, как мало нас было. То есть нас, людей выходило много. То есть вот если, например, посчитать, сколько людей вышло на митинг в защиту НТВ от числа москвичей, и сколько томичей защиты ТВ-2 от числа томичей, то, конечно, это в нашу пользу все было. Но на самом деле мы все 25 лет жили в ощущении, что те ценности, которые мы несем, важны подавляющему большинству. И по какой-то несправедливости этому подавляющему большинству не дают жить так, как они хотят. Какие-то злые люди, окопавшиеся в каких-то неправильных партиях и в прочих структурах. И только потом я понял, что все ровно наоборот. Что есть какая-то небольшая прослойка людей, с которыми мы братья по крови и по мыслям. А подавляющему большинству нужно было совсем не то. Мы, по сути дела, практически насаждали то, что людям было не нужно. И когда ветер подул в правильную, с их точки зрения, сторону, нас и не стало, собственно говоря. Вот несколько тысяч людей вышли на улицу, вот они и являлись нашей настоящей аудиторией. А все остальные – аудитория каких-то других каналов, которые сейчас, собственно говоря, и вещают. И это было очень тяжелый для меня момент. А когда ты это понял? Здесь уже здесь, анализируя, что вообще произошло. Можно было бы иначе. Я вдруг ощутил, что я был, в общем, в чуждой среде, я ее придумал. Поэтому, собственно говоря, сначала моя иммиграция была по необходимости, а потом она стала осознанной. Ну, я не могу жить в среде людей, для которых все чуждо, что мне важно. Я не могу, я не хочу, мне тяжело с ними будет. Но после обысков у Игоря Мишина, одного из руководителей такой же крутой телекомпании, только в Екатеринбурге, самые мощные телекомпании региональные были в Томске, в Екатеринбурге, Красноярске, много где. Ну, в основном, кстати, на севере. Да-да, холодная погода влияет на творческий потенциал, я уже давно это понял. Игорь Мишин стал теперь кинопродюсером, и после того, как у него прошли обыски, он сейчас и находился, и находится в России. Ты написал большой пост о том, что вот он был одним из тех, кто уговаривал тебя идти договариваться, и, по твоим словам, он из тех, кто сам договорился и поменял идеологию и ориентиры. Но получается тогда, что, может быть, ты и понял, что вы делали не то, что было востребовано людьми, но ты с этим внутренне не согласился. Я не согласился. Я на самом деле не знаю, договорился он или не договорился. И вся история с Мишиным, она исключительно носит личный характер. А он этого не понял и не поймет уже никогда. Просто потому, что он из тех людей, которые ничего, кроме своих собственных эмоций, настроений и мыслей, дальше этого не видят. Ты не пожалел, что ты публично это высказал в момент, когда у него идут обыски, и вот он на грани ареста? Все с этим человеком будет нормально, за него можно не беспокоиться. Он очень гибкий. Таких же много в нашей среде. Он умеет мимикрировать и становиться частью любого пейзажа, в том числе меняющегося. Это его сильная сторона. В моем случае с ним связано было только одно. Это то, что мы были очень близки.
То есть у нас была группа региональных директоров, отношения которые были больше, чем дружба. Мы вместе начинали. В какой-то момент, благодаря организации «Интерньюз», познакомились. Становление друг друга было на глазах друг у друга. Мы ревновали друг друга, завидовали, пытались сделать лучше, конкурировали. То есть весь спектр эмоций. Мы были больше, чем коллеги и больше, чем друзья. И когда телекомпанию стали убивать, они делали это долго, изощренно, то мне весь мир позвонил и выразил, просто похлопал меня по плечу, сказал: парень, мы с тобой, это все ужасно, что происходит. И был только один человек, который писал там где-то в сетях или еще что-то о том, что мы сами во всем виноваты. Даже если бы это была правда, а это неправда. Он не мог так с нами, не только со мной, его знали все наши, и меня знали все. А при этом вы не были в ссоре? Нет, я был потрясен вот этой циничностью, и все, и я просто перестал... А ты ему не позвонил, не поговорил? Нет, это было совершенно бессмысленно, это было ужасно обидно. Это противоречило всей нашей предыдущей жизни и всему тому, как поступили другие. То есть если я от кого-то и не ждал никакого сочувствия среди своих коллег, таких было большинство, я и не ждал. А тут я, если не участие, то, по крайней мере, промолчал бы. Зачем нужно было мне? И ты решил ему отплатить той же монетой? Нет. Дело в том, что в своей логике, как он объяснял это, он говорил о том, что жизнь изменилась, а вы этого не заметили. Балбесы, вы этого не заметили. А я-то вам все время говорил, что надо меняться вместе с жизнью. И когда с ним это случилось, я ему сказал: надо же, человек, который всегда замечал все изменения. И здесь-то он их тоже замечал, а оказывается, этого уже мало. То есть страна дошла до того, что мало встраиваться в действительность. Еще важно, с каким выражением лица ты встраиваешься в эту действительность. Вот на это я и обратил внимание. Но мне кажется, что он чувствует себя немножко виноватым передо мной. И этим объясняется его... Вот то, что он вдруг в передаче с Ксенией Собчак заговорил. Меня это абсолютно не ранит. Я это уже все давным-давно у себя в голове проработал. Игорь – плоть от плоти от тех людей, которые сейчас правят миром. И все эти разборки, которые с ним случились, они случились между своими. Он договорится, и все будет у него хорошо. Но тебе было важно это все проговорить вслух именно в момент обысков? Для меня это было важно не то, что про него, а то, насколько изменилась Россия. Что даже те, кто всю жизнь только и делали, что встраивались, чутко следили за тем, какие изменения произошли, чтобы ответить на эти изменения, даже у этих людей бывает неприятность. В истории ТВ-2 какой момент стал абсолютной точкой невозврата, которую ты сейчас уже ретроспективно понимаешь, что дальше на самом деле бороться было бессмысленно? Я очень осознанно пошел на то, что все могут отобрать, и я все потеряю, и нас закроют. То есть имелось в виду, что ты вступишь в эту единую Россию? Я вступлю, я скажу, что вы хотите вообще. Сформулируйте, чего вы хотите. А мы, живя так, как мы жили, так, как будто бы вообще ничего в стране не происходит, в стране там все рушится, бомбится, черт знает, что происходит, а мы каждый день приходим на работу и делаем журналистику так, как считаем нужным. Просто натурально и блаженно. Но я не мог прийти и сказать: слушайте, все отберут, давайте мы пойдем и изменим этот корабль, который мы создавали, осознанно, специально, делали его именно таким. Мы же подбирали людей специальных. Именно по этой причине, что когда уже было понятно, что нас угрохают, никто лично не считал, что мы поступили неправильно. Я должен был прийти и сказать: вы знаете, ради того, чтобы мне сохранить мои 100% собственности, этот корабль нужно вести в другую сторону. Но все-таки точка, в которой начались проблемы, это какая точка? Думаю, что последняя капля была связана с бессмертным полком. Он начался в 2012 году, задолго до всех этих событий, а нас угрохали в начале 2015 года. Но все эти годы они искали свою национальную идею. В какой-то момент поняли, что эта национальная идея уже есть, и она называется «Бессмертный полк». И осталось решить несколько технических вопросов. Каким образом забрать этот бессмертный полк у этих недобитых томичей и сделать ее своей. Для тех, кто не знает, почему ты считаешь и ты утверждаешь, что бессмертный полк – это идея, родившаяся в телекомпании ТВ-2 в Томске? Как она родилась и кому принадлежит? Рассказывают, что нечто подобное обсуждалось в Тюмени. Но фактически в 2012 году первые колонны прошли именно в Томске. И было это таким образом, что у нас было 3 сотрудника, у одного из которых папа был герой Советского Союза, которые с детства ходили на эти парады Победы и видели, во что они вырождаются. К 2012 году это уже просто жалко
жуткое зрелище все из себя представляло, когда немного людей выходили зачем-то на улицу 9 мая, проходили нестроенными рядами, ни на кого это не производило впечатления. И эти 3 человека пришли ко мне и к Виктору Мученику, который был у нас главный редактор, и сказали: у нас есть такая мысль, давайте мы сделаем этот праздник личным и предложим людям вынести портреты не маршала Жукова и не еще кого-то, а своих дедов там. И эта идея нам показалась просто ошеломительной. Мы быстро нашли фотоателье, которые бесплатно готовы были поработать с этими старыми фотографиями. И в первый год на улице Томска вышло 6 тысяч человек. Портреты были с георгиевскими ленточками? Никаких георгиевских ленточек не было. Это была вообще частная инициатива. Мы сказали себе, что там не будет никакой рекламы. Там даже не было сказано, что это все организовано ТВ-2. Это личная история, на которую могут прийти люди разных политических взглядов и принести то, что лично их ты не мог с чужим человеком прийти, только со своим. Это было правило. А на следующий год мы поняли, что это надо все масштабировать, и мы стали ездить по всей стране и рассказывать об этом. Обращались в первую очередь к телекомпаниям в разных городах, потому что у телекомпании есть организационные, эфирные возможности это все провести в городе. Лозунги: «Спасибо деду за победу», можем повторить? Нет, это, боже упаси, этого вообще ничего не было. Более того, к нам приходили а можно колонну той же самой «Единой России»? Мы говорили: да нет, потому что это внеполитическое. К нам приходили сотрудники Трансгаза, которые сказали: слушай, такие толпы выходят, надо охрану какую-то обеспечить, давайте мы в своих этих трансгазовских будем это делать. А мы говорим: спасибо, а можно без них? И это была в этом смысле на самом деле очень честная и внеполитическая, объединяющая всех история. Потом они из нее сделали то, что сделали. То есть они ее апроприировали в Москву? Они начали апроприировать, то есть был такой штаб полка, он собирался в Томске. Со всех городов страны и даже стран, это же стала интернациональная история, люди приезжали и обсуждали какие-то правила. Был устав полка, где все это было прописано. И там появился московский человек, который нам начал говорить о том, что надо идти в администрацию президента, надо это все масштабировать и делать. Мы этому всячески сопротивлялись, а он потом возглавил эту всю историю уже на уровне всей страны. И мы, видимо, должны были забить тревогу, что это появление этих людей не случайно. У нас была смешная история, связанная с Венедиктовым. То есть по всей стране это было, а в Москве нет. И мы пришли к Венедиктову и говорим: Леша, посмотри, что у нас получилось. Давай «Эхо Москвы» будет проводить Москву. Мы ему дали кассету, диск, я не помню что. Он посмотрел и ошалел. И говорит: это надо Путину рассказывать. А мы настолько, это неожиданно было, что мы даже не опешили и не знали, что сказать. А потом выходим, а я был вместе с этими парнями, которые это все придумали и, в общем, организовали. И они мне говорят: нам не нужен Путин. Это вне государственная история. Она общественная. И я звоню прямо на Нового Арбата и говорю: Леш, не нужно нам сообщать об этом Путину. И если вы хотите провести ее в Москве и ее организовать, то это сделайте. То есть мы сопротивлялись появлению этого всего официоза, но это было неизбежно. Слишком уж хороша была идея для тех, кто принимал политические решения. А дальше от вас что, требовалось отказаться от того, что это ваше? Нет, нас нужно было просто уничтожить. Мы в течение 25 лет накапливали свое личное дело в определенных организациях. И там же много всего было. «Бессмертный полк», с моей точки зрения, был последней каплей. А до этого была связь с Ходорковским, до этого была абсолютно оторванная редакционная политика. Оторвана не в том смысле, что мы были оппозиционеры. Мы вообще никого не призывали на никакие в окопы идти. У нас просто в эфире были все, кого уже давным-давно не было на федеральных эфирах. И так как благодаря интернету наша эта политика такая открытая, она была доступна всем, то мы подавали очень плохой пример. То есть сидит какая-нибудь телекомпания в другом городе и говорит: а что это им можно, Немцов приехал в городе и сидит у них в эфире, а почему нам нельзя? И от нас нужно было, конечно, избавиться. И они недооценили сначала степень нашей сопротивляемости. То есть они просто отрубили передатчик и думали, что мы без эфира экономически сдохнем. А так как у нас был большой холдинг, где были радиостанции, кабельный канал, рекламное агентство, мы смогли просуществовать какое-то время. Тогда они просто нас лишили лицензии и все. Что связывало телекомпанию ТВ-2 и Ходорковского?
Ходорковского? Кроме того, что это было его последнее публичное интервью до тюрьмы, которое он дал Юлии Мучнику в 2003 году. Если с конца, то когда заходила речь о том, чтобы Ходорковского освободить из тюрьмы, то нужно было принести документ, что в случае освобождения его возьмут куда-нибудь на работу. И мы написали справку, что если Ходорковского освободят, то мы возьмем его консультантом по экономическим вопросам в телекомпанию ТВ2. Но это было в конце. А где-то в середине нашей деятельности одна из структур Ходорковского была совладельцем телекомпании ТВ2. И это была целая история, очень важная для нашего самоощущения. ЮКОС купил Восточную нефтяную компанию, которая базировалась на территории Томской области. И вместе с нефтяными компаниями, которые они покупали в провинции, у них была такая манера покупать сервисные предприятия. Ресторан, например, газетку прикупить там, или еще что-то. То есть то, что создавало среду, их среду вокруг города. И они сделали нам предложение, от которого мы тут же и отказались. Потому что мы понимали, зачем мы им нужны. А нам этого не хотелось. Денег много предложили? Они предложили деньги, о существовании которых я лично, как владелец телекомпании, знал, что они такие есть, но никогда не знал, что их можно примерить ко мне. Знаешь, сколько? Интересно. Это миллионы долларов. Мы отказались. И была встреча с Ходорковским, и была встреча с Невзлиным. И, в общем, мы недолго думали, и я недолго думал. Нет, потому что нет. В этом смысле предложение, которое до этого делал Гусинский, казалось нам более правильным, потому что Гусинский создавал телевизионную сеть ТНТ. Он покупал телекомпании в профессиональных целях. И поэтому продажа такому профильному инвестору была для нас как продолжение жизни, а не новая жизнь в подмастерьях у ЮКС. Через какое-то время на нас вышла некая инвестиционная компания, которая сказала о том, что мы покупаем медийные активы в разных регионах России, и мы думаем из этого создать конгломерат большой, телекомпанию ТВ2 сделать базовой, и я согласился. Потому что это как раз вписывалось в то, о чем я сказал. Это было нормально с точки зрения бизнеса, но это было абсолютно ненормально с точки зрения той атмосферы, которая была создана у нас внутри телекомпании. Дело в том, что на бумаге собственником был я, в смысле, я и был фактическим собственником, но каждый сотрудник нашей телекомпании считал, что эта телекомпания его. Я сам все сделал для того, чтобы каждый считал именно так. Вскоре выяснилось, что к этой инвестиционной компании имеет отношение ЮКС. Но мы были уже глубоко в переговорах. И я решил сделку довести до конца. И у нас в телекомпании накалились страсти просто. Они накалились до такой степени. Была встреча региональных телекомпаний всей России в Москве. И решили на глазах у всей этой публики, которая приехала со всех городов, устроить публичное интервью разных людей. Одно из интервью предложили вести Юлия Мучник. А ее интервьюером оказался Ходорковский. И на глазах у всех людей Юля спрашивает: Михаил Борисович, а зачем вам нужна маленькая телекомпания в Томске? Типа, какого черта ты нас покупаешь? Она имела в виду. Я стоял в зале, я обомлел, потому что речь шла о моей собственности, то есть о том, что я имею право продать кому хочу. А тут еще это сделано было на глазах у всех. Но он очень достойно ответил. Нас не интересует редакционная политика телекомпании относительно ЮКОСа. Нас интересует вообще направление развития страны, и мы бы не хотели, чтобы произошел какой-то возврат к коммунизму, например. А это, насколько говорит он, я понимаю, абсолютно соответствует мировоззрению и всех сотрудников телекомпании. Значит, в какой-то момент телекомпания сказала, что она хочет встретиться с ним лично. И он приехал в телекомпанию, а я уехал в Москву специально. И они встретились. И было задано множество вопросов, самых острых и язвительных. А ты уехал, потому что тебе за них было стыдно? Нет, я просто считал, что они должны с ним один на один поговорить, и без моего участия. Мне не было стыдно. Мне было неприятно все это, но стыдно не было. Среди прочих там прозвучал вопрос: а что будет, если что-то случится с ЮКОСом? Ходорковский сказал, что ему трудно представить, что с ЮКОСом может что-то случиться, но мы в любом случае подумаем о том, чтобы обезопасить вас. Потом сделка состоялась, а мы готовились к этой сделке, и тогда было можно создать устав редакции. И мы создали такой устав редакции, что ЮКОС вообще не имел никакой возможности чисто юридически влиять на редакционную политику. Сделка состоялась. И в момент, когда она совершилась, не только я стал
богатым человеком по меркам своей предыдущей жизни, но и отношение телекомпании ТВ2 к ЮКОСу резко поменялось. В том смысле, что не было дня, чтобы журналисты не проезжались танком по этой несчастной нефтяной компании ЮКОС со всей своей язвительностью и прочее, прочее. ЮКОС никак не реагировал, в общем. Все потом успокоились, увидели, что никакого влияния не происходит. А потом с ЮКОСом случилось то, что они не могли себе представить. И стало понятно, что под этой грудой, под этой махиной мы исчезнем вместе с ЮКОСом. Ходорковского посадили. Я вступил в переговоры с разными людьми, в том числе с Невзлиным, с тем, чтобы нам нужно было от них как-то отчалить. И они дали согласие, чтобы мы выкупили акции назад. И я вновь стал собственником телекомпании. Таким образом, наш роман с ЮКОСом... А деньги? Такие же деньги были или какие-то более? Нет, это были совсем другие деньги. Они понимали, что происходит. То есть по-джентльменски? Это было джентльменским, но тем не менее это все было юридически выверено. Наш роман с ЮКОСом был недолгим. И никаких плохих воспоминаний о том, что между нами были какие-то трения, не возникало. А потом Ходорковского выпустили. Была уже большая жизнь, никак с ЮКОСом не связанная. Мы продолжали жить, продолжали бороться за нас, потому что нас постоянно с периодичностью там раз в 2 года долбили, пытались закрыть, мы противостояли этому. Финансово он вам помогал? Нет, у нас по условиям сделки, помимо выплат акционерам, он должен был заплатить за техническое перевооружение. И он успел заплатить только малую часть всего этого, а потом его посадили. И самый ужас заключался в том, что я убедил их инвестировать в здание. Мы рядом с двухэтажным зданием, где располагалась телекомпания, купили у мэрии кусок земли и решили построить 9-этажное здание, куда бы перевели все службы. И мы под это взяли кредит и начали строительство, зная, что они обязательно свои обязательства выполнят. А потом они исчезли, а кредиты остались, и мы все эти годы выплачивали эти кредиты, здание построили. Потом его выпустили. И я узнал, что он приехал в Израиль. А я как раз был в это время в Израиле. Он встречался с Невзлиным. И я спросил Невзлину, можно ли мне увидеться, пожать ему руку, да рассказать, как мы жили эти годы, пока он сидел в тюрьме, ему было явно не до нас. На что Невзлин сказал, что он приехал буквально на 2 ночи, но ты, если хочешь, можешь приехать к нему в Цюрих. Я был удивлен, я говорю, да не, мне просто буквально руку пожать, у меня нет никаких дел. И он говорит, приезжай. А у нас с Полиной был ребенок уже маленький. И мы с коляской, с маленьким ребенком полетели в Цюрих и провели там с Ходорковским день целый. Я там расспрашивал его про тюрьму, он расспрашивал про телекомпанию. У нас не было никаких совместных планов, ничего. Когда я возвращался, я через Израиль возвращался в Россию на работу. Вот меня встретили в аэропорту 2 человека, один в штатском, а другой в полицейский. Сказали, что у них выборочная проверка документов в связи с проблемами безопасности. Забрали у меня iPad, телефон. Минут 40-50 я просидел в маленькой комнате с милиционером, о чем-то беседуя, а потом вернули мне эти все гаджеты, и я улетел. И я начал понимать, что сгущается. Потом были еще всякие разные вещи, которые показывали, что с нами что-то должно произойти. А когда мы выясняли, что же явилось причиной, я считаю, что последней каплей был бессмертный полк, но мы точно знаем, что еще одна из бредовых причин, которые нам вменяли в их там кабинетах ГБшных, это то, что мы с Ходорковским собирались открывать какое-то там спутниковое телевидение, что является абсолютной чушью, и у нас не было никаких совместных планов на этот счет. Отпустила тебя уже это? Или все равно? Не, я бы хотел, чтобы как-то виновные были наказаны. Но, в общем, это перестало быть фактором моей жизни. Если мне сейчас попадаются какие-то фотографии, я уже это воспринимаю, как будто бы это какая-то настолько другая и не моя жизнь. Сейчас ты себя ощущаешь израильтянкой, еврейкой? 100%, да. Но ты следишь за русскими новостями? Ты знаешь, пока Аркаша в моей жизни не появился, в 2010 году мы познакомились с ним, я не сильно следила за новостями и вообще была далека от этого мира. И до сих пор он разговаривает с какими-то людьми, называет какие-то имена, фамилии. Я многих очень не знаю, я не совсем в повестке. Я слежу исключительно в свете войны России с Украиной. Все твои родственники сейчас оказались в оккупированной части. Все мои родственники – это один мой дядя, брат моего папы родной. И он в Луганске. Друзья?
Там же Нету никого. друзей. У меня Луганск 90-х, я все над ним смеюсь, но на самом деле это, наверное, самый такой украинский Луганск был, потому что Украина получила независимость, и национальное сознание тогда было, начинало развиваться, и Луганск как часть Украины. Мы в школе, при том, что у меня был английский класс, получилось, что мы учили 4 языка. Английский, плюс второй иностранный язык, потому что это спецкласс по английскому языку. И украинский с русским никто не называл, что из них иностранное. Это как бы 2 равноправных языка. Есть русский, есть Ты украинский. по-украински говоришь так же хорошо, как по-русски. Говорила. Я все понимаю, я читаю, я слушаю, я пою. Говорить уже не говорю. Все-таки столько лет прошло. Не было практики. Но с 22 года украинский в мою жизнь вернулся. Я для себя открыла украинскую музыку просто. Я жити хочу, я люблю. Мамо, не лай доньку свою. Я жити хочу, я люблю. Мамо, не лай доньку свою. Здравствуйте. Папа. Неожиданность. Да, для меня тоже. Вчера сказала, что не приедет. А? Вчера сказала, что не приедешь. Я такого не говорил. А ты помнишь, когда ты вот в детстве про себя поняла? Я, Полина, певица. Помню. Я очень боялась себе в этом признаться, потому что папа пианист, бабушка пианистка, папа нас готовил в пианистки, меня и сестру. У меня низкий голос, и надо мной в детстве всегда прикалывались и смеялись, что я говорю басом. Я очень стеснялась. И я себе робко, лет в 10, я помню, я у мамы спросила: мама, а вот если я буду петь хотя бы как Анжелика Варум? Потому что говорили про нее, что как бы она безголосая, а мне дико нравились ее песни всегда. На Аллу Пугачеву я не метила, но хотя бы как Анжелика Варум. Такие робкие очень были мечты. Но когда я приехала по программе на АЛЕ сюда, в Израиль, я сразу в школе, в интернате начала петь. На всяких церемониях, их здесь много. День памяти, день катастрофы. Это, как правило, все медленные, грустные песни, не самые красивые. Я очень люблю их петь всегда. Пригорнись до мого серця і відчуй, що там нема образ. Відпускаю лише раз. Прилітай до мого саду. Буду завжди тобі рада. Так зараз. Это тебя вытаскивало из вот этой интернатовской рутины, когда у тебя нет дома, а ты живешь в интернате все время среди людей 24 часа в сутки. И это как бы такой для тебя побег, сбежать на репетиции. Потом я пошла в армию. И у меня случилась любовь. И вроде бы все хорошо. У меня первая любовь, настоящие отношения большие. А мне плохо. И я сначала не могла понять, почему же мне плохо. А потом у меня прям щелкнуло. Я не пою. Я перестала петь. И мне плохо. И вот тогда начало... А ты не пела, он тебе не давал петь, что ли? Нет, потому что негде было, как. И когда я нашла, где петь, он сходил с ума на самом деле. Ему казалось, что музыка крадет меня у него, да, и это была отдельная история. Но не просто так мы сейчас не вместе. Так что... А Аркаша не ревнует? Аркаша, нет, он мудрый человек, и просто он прекрасно понимает, знает, что для меня музыка. Ра-па-па-ді-ра-бам. Я налию собі, я налию тобі вина. А хочеш із медом. И в русских ресторанах пела, и в таких бендах израильских больших мы полмира объездили. Ну, вы же там с Аркадием познакомились на каком-то из этих корпоративов. Ну, в общем, да. Да, точно. Я уже даже сама забыла. Хто ти є, ти взяла моє життя і не віддала. Хто ти є, ти випила мою кров і п'яною впала. Ты помнишь, как ты впервые Полину увидел? Да, она пела на свадьбе дочери моего друга, да? Здесь, в Израиле, да. Я не то, что сразу влюбился, но сразу она мне очень понравилась. То есть оторвать взгляд не мог. Но мне потребовалось некоторые усилия, чтобы она обратила на меня внимание. Я не жил в Израиле.
Я Так. туда-сюда мотался. Я был старше ее. Нет никаких причин для того, чтобы она там обратила на меня внимание. Я не говорю на иврите. Ну, и вообще, я не израильтянин. С чего вдруг приехал тут барин какой-то? Ты в тот момент медиамагнат. В представлении многих, и ей было это так подано, что я медиамагнат, что, в общем, ее раздражало еще сильнее. Что ей казалось, что эти россияне с толстосумы, они могут все, в том числе вот, привлекать девушек красивых из разных стран. Ей говорили, что ты зачем это делаешь? У него в каждом городе такие. Так. Но я сюда стал чаще приезжать, чем я приезжал раньше. Я пытался ее заинтересовать. Я был в этот момент свободный. И постепенно отношения переросли в нечто большее, чем в просто ухаживание. А потом она забеременела совершенно неожиданно для нас. И я, как последний трус, испугался этого. У меня уже до этого было 2 брака, и, в общем, 3-й брак в мои планы вообще не входил никак. Как ты сделал ей предложение? Ой. Я могу рассказать. Так. Это очень смешно. Он не хотел жениться. У него было 2 брака до этого. Он сказал, мы вместе, наши дети, все хорошо, жениться не хочу больше. Я говорю, ладно. Родилась наша первая дочь. Ей было буквально пару недель. Аркаша тогда еще не жил в Израиле, он летал туда-сюда. И вот он ночью прилетел, как сейчас помню, я утром встаю, у тебя грудной ребенок. И вот я вот такая вот взъерошенная с ребенком утром. Одна. Он ночью прилетел. И он ко мне подходит, говорит, выходи за меня замуж. Я говорю, ты шутишь? Он говорит, нет. А почему так решил? Тут торкнуло, что какой же я идиот, да, что же я вообще творю. Но, видимо, мне был нужен период какой-то, чтобы дозреть до всего этого. Я не был готов. Я вчера видела, как Полина перед концертом разговаривает со своим папой. И почему-то я подумала, какая должна быть была драматическая история, когда ты делал предложение, и тебе надо было с папой поговорить. Не предложение, а был у нас судьбоносный разговор, когда я забеременела. Это была незапланированная беременность. И мы пришли с Аркашей, мама моя тогда была в больнице, и мы все собрались в больнице. Папа, мама, я и Аркаша. И Аркаша, как такой... Честный человек? Как честный человек, да. Я люблю вашу дочь, мы вместе, это мой ребенок, но жениться не буду. Ужас, ужас, ужас. Мне трудно себе представить, что это говорит. Что это правда было, да? И папа мой, конечно, он сидел. Такой настоящий еврейский папа с понятиями, с правилами. Я видела Да. вчера папу. И еще надо понять, что он не намного меня старше. И это, конечно, то, что ты рассказываешь. Что папа? Что папа? А что он сказал, да? Я не помню уже, но это радости там было немного. Я помню, мама очень так саркастически сказала «Ура!». Помнишь, когда разговор завершился? Вообще про наши с Аркашей отношения, нашу разницу в возрасте. Я помню, что я вначале боялась родителям признаться. Когда я призналась и рассказала, что вот есть человек, и разница между нами 21 год. На что я получила совершенно не ту реакцию, на которую рассчитывала. Мама сказала, кто я такая, чтобы тебе что-то про это говорить? У моих родителей была такая же разница в возрасте. И я только в тот момент поняла, что действительно же. И вот этот виток, который история всегда повторяет в семьях в том или ином виде, это всегда дико интересно. Ну, у нас с папой прекрасные отношения. И искренне любим друг друга, да. Я с большим уважением к нему отношусь. И принципиально мы не переходим на «ты». А, да? Да-да-да. Это для Нет, меня Аркаша, важно. папа с тобой на «ты». Ну, он-то со мной на «ты», а я на «вы», да, А естественно. ты же все-таки зять это Да, называется? зять должен на «вы». Ну да, папа любит иногда прийти. Да. Ну что, дети мои? Была идея, что она переедет в Томск? Нет, она абсолютно израильтянка, и не было даже рассуждений на эту тему. Было понятно, что я должен выстраивать свою жизнь так, что Израиль станет частью моей жизни. И мне, признаться, та жизнь нравилась. То есть я ездил туда-сюда, и у меня было как бы 2 родные страны, разная картинка, смена ситуации, обстоятельств. Мы ездили на мое 50-летие. Мне важно было вообще показать ей, чтобы тоже она поняла примерно, чем я занимался. На нее внешние всякие не произвели никакого впечатления, но... Внешне что-то там, машина, шофер. Шофер, машина, что-то еще, да, какие-то внешние атрибуты. Но мне было важно не это показать вовсе, а мне было важно показать людей, коллектив, который мы там создали, дело, которое я сделал. Это же, в общем, и была моя жизнь. Ну да, приехала, оценила.
не в материальном смысле, а вообще в человеческом. А сейчас мы смеемся, что благодаря тому, что произошло в 2015 году, наконец-то мы узнали, по любви она за меня вышла или за деньги. Да. Ну, я думаю, что для мужчины это должно быть так по самолюбию серьезным ударом, что ты женишься на девушке как миллионер, а получает она иммигранта. Да-да, я говорю даже ей, что я в каком-то смысле подвел вас всех. Недавно мы разговаривали как раз про это. Но, по-моему, это ее вообще никак не заботит. А чтобы я понимала просто, сколько стоил актив ТВ2 на момент, допустим, 2012 года? $15 миллионов. А в тот момент, когда ты продавал его? Я ничего не продавал. У меня закрыли главный актив, который стоил больше всего денег, а потом посыпалось все остальное. Мой выход из бизнеса абсолютно политический. Меня лишили этого. Если бы я был более и предприимчивый, и разумный, то я бы к этому готовился, как это делали многие мои коллеги. Прекрасно себя чувствуют. То есть ты вообще ничего из этих денег не смог забрать? Я в процессе. Бизнес просуществовал 25 лет. И в процессе я создавал каналы, продавал каналы, и я получал какие-то деньги. Но на момент, когда все отбирали, у меня была попытка что-то продать. Но когда мы стали политическими, то было понятно, что никто со мной в сделку не войдет, потому что это опасно. То есть тебе вообще ничего не удалось продать? Да, не удалось. Ты знакомишься, выходишь замуж за чувака, который по всем понятиям миллионер. И все люди, которые Аркашу окружали в той действительности, были и остаются, в общем, миллионерами. А ты выходишь замуж, и у вас появляются дети, и вдруг оказывается, что все, не так, что он изгнан из своей страны, он не может продолжать свое дело, и ему в очень взрослом уже возрасте приходится начинать сначала, а ты вышла замуж не за успешного предпринимателя, бизнесмена, телекоммуникационного гения, а просто за нового иммигранта. Но это наша главная семейная шутка. Это шутка, да? Да, мне обещали медиа-олигарха. Я выходила замуж за олигарха. И шо? Мы с ним очень любим поржать на эту тему. Слушай, более вдохновляющего человека, чем Аркаша, очень сложно найти. Я тут недавно на этаже 2 квартиры. Напротив живет пара, он марокканец, чувак. Мы периодически кофе пьем с ним вместе. Я говорю, что про творчество, про запись песни, что вот это вот меня, то, что заставляет меня дышать, крылья. И он говорит, а любовь? Я говорю, а любовь у меня есть. То есть Аркаша мне дает такое чувство тыла. Я даже не думаю об этом как какой-то потребности, потому что он уже у меня есть. И с той стороны нет сквозняка. Мне оттуда не дует. Поэтому, мне кажется, это важнее, когда ты живешь с человеком и растишь с ним 3 детей. Гораздо важнее, когда рядом с ним ты себя чувствуешь полноценной. Но вот эти разговоры между вами были, что он тебе говорил, что, слушай, прости, я тебя подвел? Конечно. А тебе было что прощать? То есть ты понимала, что были какие-то моменты, где он мог поступить иначе, и все бы сложилось по-другому? Нет, не было. Это свойство его личности. Оно работает как на него, так и против него. Борец, идти до конца. Но он такой. И это главная его определяющая черта. Как я ему могу сказать, перестань быть собой? Кто-то из вас знает, кто-то не знает. Я носитель гена BRCA1. Это ген, который ответственен за рак яичников и груди. Извините, что посвящаю вас в такие физиологические подробности, но, возможно, для кого-то они важны. Ощущение жизни с этим геном – это как такая бомба замедленного действия. Когда пришел диагноз о том, что у тебя есть опухоль в груди, было ли тебе обидно, что ты вот уже все сделала? Ты везде проложила соломку, но нет. Про обидно я не думала, я не ощущала нутром надобность сделать эту операцию. Точно так же, как я превентивно удалила яичники, также рекомендуют превентивно удалять грудь. У меня была эта мысль, но я ее еще для себя тоже откладывала, потому что в ноябре прошлого года я прошла операцию по удалению яичников. В декабре я уже пришла на обследование по груди, мне сделали МРТ, все было хорошо. Но при этом ты себя чувствовала прекрасно? Ничего? Да, и это очень быстро все произошло. Поэтому мне сейчас нельзя гормонозаместительную терапию, потому что у меня гормонозависимый рак. И у меня этот белок, Herceptin, HER2 в народе. HER2 это, конечно, всегда.
Что это значит? Это значит, что рак агрессивный, что он очень быстро развивается, но как хирург, которая мне сказала, что моя история, история мамы моей – это две разные вещи. Она говорит, скажи спасибо, что ты заболела сейчас, а не 10 лет назад, потому что сейчас они прекрасно знают, как работать с этим белком агрессивным, поэтому мне сказали, что сейчас то, что у тебя есть этот белок, это хорошая новость. То есть то, что обычно у обывателей там рак равно смерть, этого не существовало? У меня нет. В Израиле вообще нету такого гипертрофированного отношения к раку. То ли потому, что это не приговор в Израиле, и люди как бы привыкли к этому, что не приговор, есть просто лечение. Мало ли таких серьезных заболеваний, где нужно как следует лечиться. И ты видишь, как врачи ко всему этому относятся. То есть это технология, есть способы ее лечить. У Полины это все утяжелялось историей семьи. Мама очень тяжело уходила. И ее пугало не столько рак, что она будет мучиться так же, как мама. А как ты детям сказала? Вот это смешно, потому что им мы сказали далеко не сразу, потому что есть образ бабушки Лены, которая умерла от рака. И... Они это знают? Конечно, все время мы про мою маму разговариваем, и всегда как-то она присутствует с нами. И не хотелось их пугать, потому что, раз у бабушки Лены был рак, значит, что и мама умрет, поэтому я не торопилась им об этом говорить. Но когда я поняла, что уже готовили меня к химии, сказали, что выпадут волосы, я пошла постриглась коротко сразу, чтобы уже не так мучительно больно было видеть эти осыпающиеся волосы. И в этот день я пришла забирать своего младшего с продленки, ему 8 лет было на тот момент. И он такой выходит со школы, смотрит на меня, начинает ржать и говорит: у тебя что, рак? Он только на иврите: ма, я шлах сартан. И я тоже с ним смеюсь, говорю: да. Так. И как-то дети очень, видимо, потому что мы были уже спокойны и как-то внутренне подготовились к этому. В общем, мы их не запугивали. Сказали, то вот непростой период у нас у всех. Но семья рядом, мы все вместе, и все будет хорошо. Новая страница твоей жизни, Израиль, связана с твоим новым бизнес-проектом. Да. И это называется Йофи. Да. Это слово, которое я чаще всего слышу на улицах Тель-Авива, и, видимо, поэтому тебе, как новому репатрианту, оно тоже прислышалось. Йофи – это линейка вкусных сувениров из Израиля. Вот правильно я сформулировала? Правильно, но Йофи – это часть моей фамилии. А, точно. Слушай, я об этом вообще не подумала. А как фамилия переводится? Вкусненький? Вообще Йофи – это красота. Ага. Когда мы этот бренд начали развивать в связи с гастрономическими сувенирами, сначала, когда видели это и слышали название, думали, что это духи, может быть. Но моя фамилия, по всей видимости, сначала звучала как «Майяфит» с «Т» на конце, а потом появилось ашкеназийское окончание «С». То есть вот есть «Шаббат», а в ашкеназийской традиции «Шабас». Вот по тому же принципу. И это буквально строчка из песни «Какой ты прекрасный, возлюбленный мой». Когда мы думали, как назвать, Полина как раз предложила назвать Йофи. И я дико этому радуюсь, горжусь. Подожди, как вы придумали, как ты из мира телевидения пришел в мир гастрономических наборов? Единственное, что я умел за последние 25 лет, это строить каналы. Но строить каналы у меня здесь возможности не было. Ты не хотел или прям не было возможности? Нет, это рациональный подход. С большим сегментом русскоязычного населения? С очень маленьким сегментом очень разного и очень разрозненного русскоязычного населения, который не представляет никакой потребительской рекламной ценности. И это данность в Израиле, это то, что вводит в заблуждение многих медийных людей, приезжающих сюда, которым кажется: о, столько людей, надо делать. Я понимал, что из этого бизнес не сотворишь, а расталкивать локтями на те маленькие островки русскоязычных медиа, которые уже существуют, мне вообще совсем не хотелось. И я начал думать, и это была такая красивая идея. Я как медийный человек люблю красивости. И, может быть, надо лучше считать, чем отвлекаться на красивости, но я уже по-другому не могу. Нам показалось, что эта ниша свободна. То есть очень много в Израиле вкусного, но мало красивого. Мы попали в этот маленький сегмент, зашли в duty-free. Очень тяжелый был старт,
потому что я совершил все ошибки, которые можно было совершить. А ты на свои деньги все это открывал или брал кредит? Я брал в долг. Уже в долг? Да. И это утяжеляло мою ситуацию. Если кто-то составит перечень из 100 ошибок, которые совершит новый репатриант, открывающий бизнес в Израиле, вот я 101 ошибку совершил. Ладно, скажи главные 3. Главные ошибки совершают все. Ты свой российский опыт начинаешь переносить на другую почву, а здесь, условно говоря, другие удобрения, другая вода, и вообще это не растет, и эти законы не работают. Второе – это не понимание рынка, как он здесь устроен. Все связано с поверхностным взглядом человека, неофита, приехавшего со своими представлениями о прекрасном. Нам было очень тяжело, но я был счастлив, потому что я опять придумал себе работу, когда я с удовольствием на нее ходил, я был горд тем, чем мы занимались. Это вызывало интерес и восхищение часто. Обо мне стали рассказывать в русскоязычной среде. Хотя мне, в общем, я наелся общественного признания там, в России. Для меня это было не столь важно здесь, но, тем не менее, я опять это все получил. Я создал среду, которая оказалась гораздо больше и качественнее, может быть, чем в России, потому что в России уже к 50 годам ты уже новый круг не создаешь, ты пользуешься, так сказать, старым. А тут я никого не знал и узнал такое количество людей. В общем, это было тяжело, но прекрасно. Это вот такое вообще израильское счастье. Жить тяжело, но ты счастлив. Как объяснить это трудно. Вот так было у меня с бизнесом. А потом в 2019 году наш драндулет начал взлетать. Нам начало казаться, что все эти наши мучения не зря и в финансовом смысле. А потом случился ковид. И мы оказались с затаренными складами продукции, имеющей срок годности. Нам ничего просто не дается в этом. Мне предначертано так, по всей видимости, преодолевать препятствия. Вот. Потом мы очень тяжело на воле буквально выходили из этого кризиса, обросли долгами, естественно, опять, как водится. И потом наше израненное суденышко начало опять взлетать. И мы подумали, что вот упрямство – это важно, что надо быть стойким просто, и ты все преодолеешь. А уж кому как не мне знать и уметь быть стойким. А потом случилась война, которая унесла практически весь рынок, на котором мы работали, я имею в виду туризм. И мы сейчас находимся в непростой ситуации. Я принял решение, что я больше не хочу взлетать, да, что вот эти колебания, которые легко преодолеваются или легче преодолеваются, когда ты моложе, мне, по всей видимости, уже хватит. И поэтому... То есть мы здесь не можем написать, где можно купить? Ну, Duty Free продолжает работать, и сайт у нас продолжает работать, но мы пытаемся продать этот бизнес и готовы к тому, что если мы его не продадим, а рынок такой, что сейчас мало кто что покупает, кроме интеллектуальной собственности. Я утрирую, просто Израиль знаменит тем, что здесь куча стартапов, и они продолжают продаваться за гигантские деньги. Мы к этой категории не относимся. Я готов к тому, что мы просто в какой-то момент прекратим существование. Я сейчас нахожусь в непростом периоде осознания этого обстоятельства, что 10 лет этот этап заканчивается. Мне, в общем, довольно грустно по этому поводу. Я опять как бы вернулся к поиску ответа на вопрос, кто я. Если вдруг дети меня спросят: папа, ты что на работе делаешь, то мне нужно будет опять находить ответ на этот вопрос, учитывая, что я познакомился с каким-то гигантским количеством людей здесь. Я в каком-то степени отражаю, являюсь представителем, может быть, той волны репатриации, которая приехала сюда за последние 10 лет вместе со мной, начиная с 2014 года, эти все посткрымские, близкие мне по ценностям люди, многие из которых находятся в очень непростой положении. И я буду вести какие-то не очень длинные гуманитарные проекты, связанные с помощью этим людям, с адаптацией, там еще что-то. Плюс я умею создавать команды под какие-то хорошие дела. Вот уже сейчас я издаю книгу, которую ты будешь удивлена, называется «Библейская динамика». Это такое 7-томное издание Пинхаса Полонского, такого религиозного философа, который комментирует еврейский Ветхий Завет. И мне кажется, что в этой книге
есть ответы на некоторые вопросы, которые многие новые репатрианты себе начинают задавать, когда оказываются в Израиле. Например, почему мы здесь, а не на Мадагаскаре, например, или где-то еще. И часто ответы на эти вопросы находятся в этих древних книгах, которые тебе кажутся давними, чужими, не твоими. Но если присмотреться и найти правильного поводыря, то вдруг выясняется, что они более современные, чем кажется. И я сейчас говорю не о религии, а я говорю просто о каких-то более таких глубинных внутренних вещах. Но время покажет. То есть ты Йоффе не даешь ни одного шанса? Я сам себе в Йоффе не даю шанса. Я понял, что это как бы история, которую я хочу сам завершить. Вот мне 63 года. Я вынужден мыслить уже довольно короткими категориями. Время моей жизненной активности тикает в обратную сторону. И сколько мне там дано энергии, энергетики, а без нее ничего у меня никогда в жизни не получается, я не знаю, но это немного. И мне надо успеть еще какие-то вещи сделать, и это явно, и мне надо успевать не в области бизнеса. Тяжелое решение. Как раз ты приехала в этот момент, когда я внутри сам с собой договариваюсь, сам для себя нахожу какие-то объяснения, оправдания. Я уже говорил у себя в Фейсбуке, что я буду продавать бизнес, но я никогда так откровенно я все. Это то, о чем мы много говорим с Полиной дома, и она считает, что я на правильном пути, что все, что я делаю, правильно, и что я не должен быть слишком строг к себе, в том смысле, что не получилось развить этот бизнес, сделать его глобальным. Собственно, я, наверное, этого и не хотел, возможно, я этого и не умею. То, что я сделал, и так уже достаточно, чтобы поставить точку. Ты помнишь, как в советские времена, если человек заболевал раком, это скрывалось там вот пока можно было скрывать, и люди даже если там не попадали в больницу, то не попадали в больницу, просто человек приболел, простудился, и поэтому его там лечат 3 месяца, но все вокруг делают вид, что все окей. Ты рассказывала о своей болезни в соцсетях. У меня другой всеми. менталитет. Во-первых, не просто все знают. Как раз летом у меня обнаружили, соответственно, перед началом учебного года я всем учителям написала сообщение, что у нас такая ситуация в семье. Если вдруг что-то с ребенком или как-то себя не так ведет или еще что-то, то, во-первых, имейте в виду, учитывайте нашу семейную ситуацию, во-вторых, со мной поговорить. Но родители там тебя встречали в школе там, и так далее, и это все не вызывало ни у кого оторопи. Нет, как-то обнимали меня. Я не могла по району пройти лысой, это да, потому что я видела, как дети, одноклассники моего младшего, для них эта история с волосами – это самая большая история. Поэтому по району я всегда должна была прикрывать голову. Потом после химии я поехала в Милан в ноябре, сделала себе такой подарок, и я там ходила лысая. И мне был такой кайф, я себя ощущала очень красивой с этой лысиной. Шанет О'Коннор. Да. Знаешь, есть группа в Фейсбуке для женщин с раком груди. Одна из них как-то выставила пост себя лысой и говорит: признавайтесь, сколько раз вам говорили, что вы похожи на Шанет О'Коннор? Прости! Нет, это как раз весело, это не раздражает. Солдат Джейн и Шанет О'Коннор – отличное сравнение. Дорога Поліна, я Слава Вакарчук, і я не міг не сказати тобі ці слова. А как ты получила это видео? Перш за все, я дуже зворушений. Я лежала в больнице, я попала в больницу. Вот месяц назад, когда мы только начинали снимать когда мы наше сняли... эпическое интервью. Да. Мы снимаем месяц. Я лежу в палате. Присылает мне один мой знакомый, Миша Халдей, присылает сообщение, говорит: сейчас, говорит, я тебе кое-что пришлю. Мне кажется, тебя это очень обрадует. Думаю, что же он мне пришлет? А он вообще сам замечательный тоже певец, но это не его основная работа. Он еще работает в книжном магазине. Когда у меня была химия, он мне привозил книжки. Думаю, может, он мне книжек подвезет, еще что-нибудь. Что меня обрадует? Уже лежу, думаю, гадаю. И тут он мне присылает видео. И я сначала... Я, знаешь, несколько раз отматывала назад, чтобы услышать из уст Вакарчука свое имя. «Дорога Полина». Я говорю, я могла это слушать, знаешь, на повторе. «Дорога Полина, дорога Полина». Голосом Вакарчука. И я обалдела, пересылаю это Аркаше. И он говорит: как? Откуда?
В общем, у Миши Халдеева этого есть близкий друг, который журналист украинский. Он какое-то время жил здесь, в Израиле, сейчас вернулся в Украину. И он бывал на наших с Сережей концертах украинской музыки. Ну, в общем, нравится ему, как я пою. Неравнодушен. Я не сдамся без боя. Ты поешь с разрешения или по зову души? Простите, без разрешения, да. Но мне кажется, что это уже такие вещи, особенно в это время, которые они как народные, которые уже без разрешения, простите. Ну, потому что это на очень маленькую публику всегда. Это что-то очень частное, акустическое и никуда широко не распространяющееся. И, в общем, мы даже об этом не думали, если честно. А этот журналист посылал Славе еще с тех концертов какие-то видео. А тут взял и послал мы делали кавер-версию в YouTube есть с Сережей. И он взял и послал Славе и рассказал ему так вкратце мою историю. И говорит, мне кажется, что Полину это очень обрадует, если ты возьмешь и запишешь ей свое обращение. Он взял и записал. Поскольку у нас интервью такой небольшой гайд по выживанию в Израиле, по любви и по раку, то я хотела бы тебя спросить, довольно часто звезды просят записать обращение к человеку, который болеет. Почему важно не отказывать? Ну, это что-то очень человеческое просто. Это было невероятно. Ну, это такой подъем, знаешь, серотонин, адреналин, что там происходит. Чисто гормональный какой-то всплеск, который тебе меняет картину. А потом очень важно вот в эти тяжелые времена не разочаровываться в людях, которые тебе нравятся. То есть ему же было так легко сказать, да нафиг мне эта Полина, кто она такая вообще, что я буду ей записывать сообщение. А он взял и записал, и ты думаешь, человек, это приятно. А то, может, и споете вместе когда? Это мечта. Какой был самый страшный момент, самая нижняя точка твоего состояния? Где-то, это началось с середины химии, и после химии просто абсолютный провал. То есть меня накрыла такая депрессия после именно химии. Потому что 12 курсов у тебя было? Да. Ты внутри этого лечения, ты все равно внутри какого-то колеса, то есть тебе плохо физически, но ты понимаешь, что пережил день, чуть-чуть будет лучше, и потом какая-то рутина. И тут заканчивается химия, и ты вдруг проваливаешься просто в какое-то... Я не могла слушать музыку, я не могла смотреть кино. Это я человек, это моя профессия, петь, музыкант, а еще все вокруг... тактичные люди. А как чувствуешь ли ты, как рак влияет на твое творчество там, или не знаю? И ты, слушайте, я без году неделя в этом состоянии. Вообще, какое творчество нафиг? Я вообще слушать музыку не могу. И мне это был самый болезненный, чисто душевно-психологический момент. Я могла только читать книжки. Это плюс. Но вот это такой, знаешь, узкий портал с нескачущими картинками, такой побег в какую-то параллельную реальность, который выстраивает тебе как-то мысли, потому что все остальное я вообще не могла воспринимать. Ничего. Поэтому я с благодарностью принимала все книги, которые мне несли, и я их просто проглатывала, потому что я реально больше ничего не могла делать. И после химии, когда я ее закончила, меня прям очень сильно накрыло, что вообще кто я, что я, а кем я буду, если не... И вообще страх будущего после болезни. Смогу ли я вернуться в себя? Какой я буду? Вдруг ты внутри какой-то пустоты оказываешься. И ты понимаешь, что сейчас в твоей жизни есть только болезнь. Ты реально не можешь себе представить будущее, и это очень страшно. Есть какие-то лайфхаки, которые позволяют человеку подготовиться к химии? Не трястись по волосам, потому что на самом деле период этот он очень короткий. Поэтому я сразу просто постриглась, волосы выпали, не париков, потому что хорошие парики стоят больших денег, а вызывают в тебе лишний зуд, чешется, неудобно, некомфортно, когда тебе и так плохо, тебя тошнит, тебе, не знаю, еще куча всего. Еще заморачиваться с этим париком, мне кажется, это лишние хлопоты. А дальше, честно, саму процедуру химии я даже любила. Объясню почему. Потому что я туда приезжала, брала одеяло свое из дома. Лайфхак, берите свое одеяло из дома. Брала книжку, наушники, готовила себе плейлисты, когда могла слушать музыку. И проводила это время вот так качественно сама с собой, с хорошей книжкой, или с музыкой, или с кино.
Потом трэш начинается, это потом, он не во время самой химиотерапии. Ты потом приезжаешь, ты еще... Я на стероидах была, еще все кухонные шкафчики дома перемывала. То есть у тебя куча энергии? От стероидов, да, меня колбасит, и тебе нужно куда-то эту энергию выплескивать. Я учеников назначала на следующий день после химии, потому что я понимала, что у меня еще будут силы. Потом тебя накрывает. Потом есть несколько сложных дней, с которых ты потом медленно выкарабкиваешься. Поэтому какие лайфхаки? Холодные вот эти вот формочки от нейропатии снимала немножко, потому что очень неприятное ощущение. Не знаю. Мне люди очень пытались как-то облегчить этот период. Присылали какие-то мантры, какие-то медитации. Меня это страшно раздражало. У меня на это совершенно не было никаких душевных сил. И я просто чувствовала, что это какое-то такое поле, которое я должна сама по-своему переползти, пройти его по-своему. Это, ну... Был момент, когда ты хотела сдаться? Нет, ни разу. Какой момент Полининой болезни для тебя был самым страшным? Любопытно, что на каждом этапе ее болезни, а у нее было как бы 3 этапа. Первый этап – это химия, потом операции, и третий – облучение. Она менялась внешне. Но это все происходило же как бы постепенно. И я видел эти изменения, и в каждом этой своей ипостаси она для меня была очень красивая. Это потому что ты ее любишь, или она объективно была красивой? Мне так казалось, что вот она другая, но она по-прежнему какая-то цветущая и красивая. И тут мне попались на глаза фотографии ее периода ее химии. И я понял, что она была в ужасном состоянии. И все остальные ее видели в реальности. Это я создал для себя эту искаженную реальность. И я вспомнил, что вот она уже готовится к операции, и вот мы уже идем по коридору этой операции, и мне звонит мой двоюродный брат из России. Его зовут Спартак. А он что-то слышал, что Полина болеет, но толком ничего не знал. И он звонит по видео. Он говорит: «Привет, как дела, братан? Давно не разговаривали. Ты где?» Я говорю: «Я в больнице», и поворачиваю камеру на Полину. И я увидел краем глаза состояние его лица. Он обомлел от того, насколько она изменилась. Так вот сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что самые сложные моменты ее болезни для меня это все-таки были вот эти химические. Но я, возможно, этого не отдавал себе в этом отчет. Мне все время Аркаша говорил, и он говорил это абсолютно искренне. И он даже сейчас говорит, я вспоминаю, я столько раз за этот короткий период времени изменилась. Каждый какой-то очень короткий промежуток времени я меняюсь. Есть чуть-чуть волос, есть чуть-чуть брови, есть чуть-чуть ресницы, меньше. Ну, чуть-чуть больше. Ты все время какая-то другая. Да? В зеркале. Все время меняешься. Я себя чувствовала как дерево осенью, с которого вот вся листва опала. И ты такой голый, босый. Аркаша мне все время говорил, что я красивая. Говорил? Дети мне все время говорили. Дочь мне говорила: «Мама, так нечестно, ты даже лысая красивая». Сейчас я, конечно, смотрю на эти фотографии, это ужас, но в тот момент мне это не сильно мешало, если честно. Но в тот момент ты записывала рилсы, которые я по много раз смотрела, где ты занимаешься зарядкой. Я у тебя списывала зарядку. Я всем рекомендую зарядку Полины. Она отлично, короткая и по делу. Да, на длинной не было сил. Но они просто рекомендуют. Это, кстати, вот единственное, что я действительно могу сказать, какая я крутая. Потому что я понимала, что двигаться нужно. Это то, чем я могу себе помочь. Даже если не хочется, надо. И я как только мне чуть-чуть легче становилось, я становилась на коврик для йоги и что-то делала. То есть мне для ощущения себя, для присутствия, что ли, я все равно здесь. Я что-то могу. Твой топ-5 самых бестактных вопросов человеку, который болеет раком? Это когда сразу начинают лезть и советовать. Или подходить и говорить: «А у меня тетя, подружка, мама, у нее тоже рак». Или: «Да держись, все будет хорошо». Я ни на кого не злюсь, потому что я понимаю, что это человек не знает, как себя вести в этой ситуации. Проблема в том, что я не знаю, как себя вести в этой ситуации, понимаешь? И если в начале химии я еще пыталась вылезать в какие-то общественные события, мероприятия и так далее, то после первой вылазки я сказала: я больше не пойду. Потому что я людей не хочу ставить в это дурацкое положение, ни сама в нем не хочу оказываться, у меня просто нет на это душевных сил. Я не могу с этим справляться, я не хочу с этим справляться, наверное, пока посижу дома. Потому что это было очень неловко. Для всех, опять же. У тебя вот эта вся история «за что?»,
И почему у тебя не было? Могу ли я? Магнолия? Нет, не было. Да, вот еще люди, когда лезли вот с такими советами, что это там, почему-то, за что-то, зачем-то. Мне попалась очень мудрая психолог. Когда они увидели, видимо, там все мои результаты, мне позвонила сначала социальная работница и начала со мной разговаривать. И я очень быстро перешла вот в это вот состояние. И она сказала: ты знаешь, что тебе полагается психолог? Бесплатно, причем даже онлайн. Ты хочешь? Я такая: хочу, наверное. У меня никогда не было психолога, и я просто соглашалась на все, потому что я была абсолютно потеряна. И мне попалась офигенная девушка. Вот когда я ей жаловалась на всяких женщин, которые... И опять же, я же не могу винить этих женщин. Каждая переживает по-своему. У каждой своя какая-то реакция, физиология. Работы, опять же, разные. То есть, возможно, ее работа позволяла ей продолжать работать. И они с гордостью мне в лицо говорили: да я ни на секунду не переставала работать во время химии. И я сижу, которая ни звука произнести не может, не пою. То есть она собой гордится по праву. Но мне сейчас эта информация совершенно лишняя, она мне не нужна. Вот я с этим всем делилась с психологом. И она говорит: знаешь, говорит, я сейчас скажу, говорит, что-то очень, возможно, что будет звучать грубо. Говорит, ну это факт. Рак – это дерьмо. Говорит, не нужно ему приписывать никаких других качеств. Рак – это дерьмо. Все. Никто его не хочет. Никому ничего хорошего от этого. Или... Потом, возможно, ты, конечно же, уже начинаешь искать какие-то... А что тебе еще делать, раз ты уже внутри этого? Но изначально, особенно когда ты внутри химиотерапии, и ты вообще ничего не хочешь, и тебе просто очень плохо, никаких выводов делать совершенно не хочется. Тик-так, тик-так, в моем теле спал рак. Прятался он в генах, теперь течет по венам. Тик-так, тик-так, в моем теле спал рак. Прятался он в генах, теперь течет по венам. Едва закончилась химия, и едва у тебя отрос первый ежик первых волос, ты записала песню «Тик-так, тик-так, в моем сердце спал рак». Мощнейшая песня, и песня, которая исчерпывающе описывает переживания и вот эту вот жизнь, и то ли длинную, то ли короткую человека, который лечится от рака. Мне не нравится слово «борется против рака», потому что как будто ты борешься, и ты должен прям вот быть борцом. А иногда бывает, что сил нет, да? Поэтому, наверное, правильно будет говорить «лечится от рака». И, кроме того, я не знаю ни одного аналога этой песни ни в какой мировой культуре. Кто автор слов, кто автор музыки, и как эта песня появилась? Появилась она в самом начале диагноза, наверное. Как только мне поставили его, я осталась дома одна, села за инструмент. И этот припев просто мгновенно, я его не придумывала, он как-то сам собой сложился. То есть вот это вот ощущение, что внутри меня спал рак, этот ген, и вот она, эта бомба с часовым механизмом запустилась. Поэтому отсюда сразу тик-так. И припев я написала сразу, а куплеты я понимала, что мне хочется, чтобы они были рэпом. И мне хотелось какого-то такого диалога с этой болезнью, и такого без драмы, без лишней, без пафоса, такого, ну, так, по-пацански. И представила я себе, кто бы мог написать эту песню. И никто, кроме Пети, не справился бы с этой задачей. Поэтому я к нему обратилась, и он не просто с ней справился, а, по-моему, справился совершенно гениально. А Петя при этом не болел? Нет, мне кажется, что никто такого не делал. Он ложил бит на пианинка, которую я ему прислала с припевом, и написал первый куплет. И я, если честно, обалдела. Я Аркаше вставлю и говорю: Аркаш, или я сошла с ума, или это гениально? Аркаша послушала, говорит: слушай, мне нравится. Говорит: а когда он второй куплет напишет? Ты меня травишь, тебе не стыдно? Мы же с тобой теперь как родня. Ты ешь таблетки, как будто просто простыла. Со мной так не надо, со мной так нельзя. Мы с тобой, как в песне Насырова. Я — это ты это я. Ты боялась, что у тебя голос не вернется? Все мои самые страшные страхи связаны не с болезнью и не со смертью, а с профессиональной реализацией. Очень боялась. Боялась, что не вернется желание слушать музыку, что не вернется желание петь, потому что
этого желания не было во время химии вообще. Каждый раз, когда мне становилось чуть-чуть легче, я сама не замечая этого, начинала что-то напевать, начинала слушать музыку или садилась за инструменты. Аркаша сразу говорит: о, говорит, вижу, тебе полегчало. Это он обратил внимание, и это было для меня показателем. И вот эта песня, которую мы с Петей выпустили, она для меня, наверное, очень важна, именно потому что она рассказывает об этом, говорит на эту тему. Но главное, что я пою, я ее в этом состоянии придумала, и я этот проект подтолкнула вот внутри всего этого. Тик-так, тик-так, в моем теле спал рак, прятался он в генах, теперь течет по венам. Ты любишь смотреть, как она поет? Я очень люблю. Мне нравится ее голос. Вчера я ничего не мог с собой поделать, и если меня снимала камера, то я был просто воплощением трагизма. Но это, видимо, момент какой-то был. Это плакала вчера? Ну, мне кажется, что у меня было исковерканное лицо. А почему? Ну, потому что она пела про нас, про вот этот год. Это песня Ань Хитрик, и со мной вчера что-то произошло. Это уже прошло. Я, наверное, не позволил бы себе такие эмоции в процессе. А тут уже как бы все, рак, до свидания. И на меня снизошло. И это было что-то, конечно. Тик-так, тик-так, в моем теле спал рак, прятался он в генах, теперь течет по венам. Когда тебе делали операцию? Операцию делали сразу после химии? Через месяц после химии. Дают тебе чуть-чуть восстановиться, потому что эта операция большая, объемная, и все-таки какие-то силы должны быть у тела на нее. Тебе предлагали сразу сделать, как это называется, мастектомия? Угу. Да. Сейчас, причем так, я пришла к своей онкохирургу. Гине. Мне некомфортно, что у меня будет силикон. Я не могу сказать слово противница, я не знаю, что со мной произойдет еще через какое-то время. Как-то мне с этим некомфортно. И я ей говорю: слушай, если мы вырежем и все, и их эти импланты, не хочу. А она такая крупная женщина. Она говорит: не делай этого с собой. Ну и на самом деле, если у тебя ничего нет, представь себе, у тебя просто 2 вот таких вот полостных шрама. Ты ограничен в выборе одежды, ты не можешь элементарную какую-то майку, то есть ты все должен делать так, чтобы не было, не дай бог, вот этой линии декольте, чтобы ее не было видно. Я все-таки на сцене периодически бываю, ну и вообще. Поэтому как-то она меня сразу так привела в чувство. А ты выбирала модель? Размер? Да, то есть это 2 хирурга одновременно делают операцию. Один онкохирург, который вырезает все, что касается рака, и другой, который наводит красоту, да. Я, когда пришла к пластическому хирургу первый раз, я вышла от него страшно расстроенная, потому что мне не понравилось то, что я увидела. Я стесняюсь говорить о всяких физиологических подробностях, я не буду. Ты посмотри фотографии в интернете, мастектомия, как это выглядит. Ну все, не говори, да. Поэтому, с одной стороны, форма красивая, но... Размер же можно любой теперь выбрать. У меня и так грудь не маленькая, я, наоборот, всю жизнь мечтала уменьшить ее. Аккуратненький, маленький СИ мы тебе сделаем, все будет хорошо. А это платно? Страховка за это платит. А вообще сколько ты заплатила своих денег, ваших семейных денег, за время своей болезни? Все, что касается химии, а там очень дорогостоящие лекарства. Помимо стероидов ты берешь такой акинзео, который тоже от тошноты, таблетку одну. И как-то я пришла в аптеку, я за нее заплатила 0 шекелей, но на счете было видно, то ли 600, то ли 900 шекелей одна таблетка такая стоит. Я за нее заплатила 0. За операцию ты платила? Нет. Подручные средства, не знаю, капельницы? Я сама себе заказывала с Амазона вот эти вот формочки, которые замораживают от нейропатии. Но это это прихоть, это не какая-то... Просто я читала, что это помогает. Хотя потом на каком-то этапе были девушки, которые говорят: я тебе отдам свое, а у меня уже свое есть. На самом деле очень милая была посылка. Они, понимая, что это онкология, те, кто мне посылал, там было вот то самое одеяло, которое я потом брала с собой на химию. И я его не заказывала, это таким бонусом. Шелковая масочка для глаз с такими утяжелителями на глаза, такими песочными. И это было так трогательно. Мне было так приятно эту посылку получить. Сейчас, после того, как прошла радиология, что тебя ждет? Я еще продолжаю получать вот это таргетное лечение, которое на год. А дальше я начну пить таблетки антигормональные, тамоксифен, которые продолжат подавлять эстроген внутри моего организма. Когда можно будет сказать, что рак все?
на иврите даже спустя много лет вылечившихся от рака их не называют вылечившимся, их называют махлим. Махлим – это человек, который в процессе излечения. То есть это как бы такая история, которая все время тебя в конечном итоге сопровождает, но она перестает быть на первом плане. Как ты себя учишь к этому относиться? Потому что понятно, что у любого онкологического пациента есть этот страх, что это все вернется, и тебе придется как минимум проходить все это с самого начала. Ну, у меня как-то, видимо, психология моя устроена так в хорошем смысле для меня, что она меня очень хорошо защищает. И, во-первых, я за весь этот период я ни разу не боялась умереть от рака. Я понимала, что эта история тяжелая, но не смертельная. Ну, не в моем случае точно. Нет у меня какого-то страшной фобии, что оно вернется. Ну, то есть я об этом не думаю как-то. Я сейчас в процессе излечения, и как-то, знаешь, по мере сил, как вода течет, вот я сейчас чувствую себя такой водой, я теку по течению. Когда ты в состоянии выживания, ты не думаешь о будущем, ты думаешь о здесь и сейчас. А когда перед тобой открывается перспектива, это значит, что ты это перешел, и дальше что-то новое. Когда Полина заболела, на вас с папой легла, наверное, вся тяжесть и быта, и детей, и того, чтобы друг перед другом, наверное, не признаться в том, как вам страшно. Вообще семья мобилизовалась. Катя, это что-то совершенно невероятное, что семья в такой ситуации. У нас что это было? Можно я скажу? Да. На самом деле Аркашина дочь, Лиза, моя ровесница, ее мама, Аркашина бывшая жена, Света, это люди, от которых я получила столько любви. На уровне переживаний Света мне писала, одна из первых. И она плакала, Аркаша говорит, когда она узнала мой диагноз. И просто в какой-то момент они наготовили кучу еды. Лиза, Света, еще их подруга, она тоже была вчера на концерте, Лена Денисенко. И они просто в какой-то момент, они не спрашивали, они просто взяли и сделали. И вот кучу всяких подносов взяли и загрузили на морозилку. Понимаешь, что главная проблема кормить детей, и вот всякий шницель, то, что я могу быстро-быстро делать, это все постоянно загружалось. Люди будут думать, что наши дети едят только шницели. Это не так. Израильские дети едят только шницели. Это так. В Аркашином представлении. Ну, а с папой-то был у вас разговор? Не, мы с папой на самом деле не разговариваем как-то, мы чувствуем друг друга. Мы все это время, первые месяцы, мы были единым целым. И надо сказать, что не только семья, а еще большое количество друзей, которые стали мне здесь друзьями. То есть у меня есть знакомый, например, у которого есть пельменная фабрика. Вот часть этой пельменной фабрики просто в наши холодильники переходила. А еще у меня есть знакомые, которые торгуют рыбой здесь. Они все просто как мужики понимали, что я оказался в ситуации, когда мне 3 растущих детей надо кормить. И все, в общем, взялись. Уже и не нужно было столько. Потом мои друзья нашли человека, который просто готовит еду на продажу. И она нам готовила прямо 1, 2, 3. Ну, это был какой-то просто когда я была в больнице, когда мне операцию сделали, это короткое время было. Ну и химия, вот, когда ты была, тебе было не до жизни, ни до чего. Да. Был момент недопонимания между вами во время болезни, вот такой отстраненности? У меня нет. А у тебя? А у меня была отстраненность от всех, в принципе. Я вообще вспоминаю эти месяцы как что-то такое, туман. То есть были у меня нормальные дни, когда я... Сейчас туман кончился? Сейчас кончился, да, но вот именно тот период, он у меня в воспоминаниях затуманенный, при том, что были абсолютно нормальные дни, когда я функционировала и готовила, и убирала, и все по дому делала, и чем-то занималась. Не то, чтобы я была вообще просто несколько месяцев в ауте, нет. Но даже эти дни я сейчас вспоминаю как туман. Есть же такое понятие. Один туман. Как химический... Chemo-brain. У меня медсестра в больнице. Они каждый раз, когда приезжаешь на химию, они тебя прям пытают. Им можно в разведке работать, этим медсестрам. И они как бы так все легко, ну как ты себя чувствуешь? И ты говоришь, да нормально. И она понимает, что твое нормально – это ненормально. И она, ну а то, а это, а как? И ты понимаешь, что ты постепенно рассказываешь ей все свои симптомы, которые были. И это именно то, что она хочет слышать. Она хочет понимать реальную картину. Но в таком small talk, в таком легкой, ненавязчивой беседе, пока она там настраивает эти все капельницы и так далее. И я говорю, слушай, у меня что-то с мозгами происходит, я не могу вообще мысли собрать в кучу, полная рассредоточенность, я забываю слова. Вижу, понимаю слово, напрочь не помню, как оно звучит и что там. Она говорит, это нормально, это называется chemo-brain, химический мозг. Вот у него был химический мозг. Он у меня до сих пор не до конца прошел. Он у тебя и раньше был, а сейчас просто усилился. Вы отмечали каким-то образом окончание лечения? Ну вот я отмечала. Знаешь, как
как в иудаизме есть отделение будней от шаббата, праздников каких-то, опять же, от будней. Есть даже эта свеча, нер авдала, которая разделительная свеча. Она идет как такой косой, как бы из разных частей воска сплетена. Вот для меня эти поездки в Милан, и вот сейчас я сама поехала в Будапешт. Вот для меня эти поездки это как такой вот разделительные этапные моменты. То есть отпраздновала окончание химии, поездка в Милан с подругой. Ну как бы вдохнуть какого-то другого воздуха и вообще увидеть, что вот она жизнь. А Будапешт вообще сама, мне было важно как-то с самой собой заново соединиться. Потому что очень много суеты. Ну, сама знаешь, когда много детей, дома, суета, у тебя нет времени... Поболеть как следует. Поболеть как следует. Вообще досадно. Как-то собраться с мыслями. И поэтому даже обидно, что как-то ну вот нет какой-то церемонии отделительной. Поэтому я эти церемонии себе создавала вот этими поездками. Если вдруг нас смотрит кто-то, кто вот сейчас, вчера, на днях получил диагноз, вы можете отсюда дать совет и тому, кому предстоит пройти через болезни, и тому, кому предстоит быть рядом? Я вообще не люблю советов. Мне повезло с врачами, которые сказали, что тебе предстоит сложный период, но он закончится, и все будет хорошо. И я держалась за эту мысль, но, честно, мне не хотелось слышать это от других. Мне не хотелось, чтобы все вокруг говорили: «Все будет хорошо! Держись. Все будет хорошо!» Я и так знаю, не говорите мне этого. Советов нет, но окружить себя максимально близкими людьми по возможности, которые тебя чувствуют, понимают, и держаться за мысль, что действительно это такой путь, который нужно просто пройти. Жить одним днем. Вот это важный навык. Прожил день, отлично, ты этим доволен. Завтра будет день, он покажет, какой он, и ты его проживешь. Не планировать. Планировать ничего невозможно, потому что планировали концерт, на твоих глазах стало плохо и в больнице. А когда ты не планируешь, то и ожиданий никаких нет. Все это путь. Вот у нас знакомая в Америке заболела той же самой болезнью, и я ей пишу, это просто путь, это просто дорога. Да. Она заканчивается. Ты говоришь, что Аркаша всю твою болезнь был рядом с тобой. Что вообще нужно посоветовать людям, которые находятся рядом с человеком, который болеет? Мне иногда, знаешь, кажется, что люди, которые находятся рядом с тем, кто болеет, они подвержены психологическим проблемам едва ли не больше, чем кто-то, кто болеет. Потому что кто-то болеет, то очевидно, человек болеет, ему плохо, там он выглядит, смотрите как. А тот, который рядом, от него вроде как много чего требуется, но должного сочувствия и благодарности он, как правило, не получает. Ну вот как-то изменилось отношение, потому что мне кажется, что как раз об Аркаше многие заботились и как раз вот проявляли заботу именно эту. О нем, да? О нем, о детях. Какой-то день просто приехали, привезли кучу еды в морозилку и просто все сами загрузили. Я ничего есть не могла, но мне было важно, что у меня 3 детей и муж. Для моего спокойствия, что у них есть, что есть. Но вообще, вот что должен человек делать? Ну, хорошо, должен дурацкое слово, но что можно сделать для того, кто болеет, если ты находишься в положении поддерживающего? Слушай, не знаю. Я вообще весь период химии, я его помню как в тумане. Я не помню, что мне было важно или что меня раздражало. Был такой момент интересный. Я спустилась, мне чуть-чуть стало легче, но мне было еще плохо. Когда совсем плохо, ты просто прячешься в комнате, как вот дикий раненый зверь. В какой-то момент я спустилась к семье, вышла, и Аркаша хотел их вывести на улицу. Тоже понимаю, что мне нужно, видимо, одной побыть чуть-чуть как-то, ну, чтобы меньше было всяких раздражителей. И что-то дети замешкались, что-то, ну, знаешь, как бывает, копошение, еще раз в туалет, а какую обувь одеть. А я сижу и прям понимаю, что я не могу дождаться, когда они все выйдут. Но сижу, молчу, из всех сил зубы стиснула, ну что же я, выгонять их. И в этот момент мой средний сын, Итай, говорит: папа, пойдем скорее, мы маму бесим. Мой зайчик, он это сказал так искренне и настолько без какой-то обиды на меня. Меня это так тронуло. А ты боялась, что отношения с детьми как-то дадут трещину во время твоей болезни? Конечно. Но мой младший, в какой-то момент я решила сесть и поговорить с ними по душам про страхи, там, есть ли у них какие-то страхи, знаешь. Села с своим младшим на балконе, ему на тот момент 8 лет было. Говорю: Гурчик, ну расскажи мне, говорю, у тебя есть какие-то вот страхи? Он говорит: да. Я говорю: какие, сынок? Что у тебя волосы не вырастут? Я такая: все хорошо. Дочь сейчас вспоминает, или если я с кем-то рядом с ней разговариваю на эту тему,
то она вспоминает, как у меня порог терпения был нулевой, когда химия была, и я раздражалась быстро, и мне было стыдно за это. Потом, мы с ней из-за учебы ругались зачем-то, почему-то, я не знаю, люди, не делайте этого никогда в этом состоянии. Вот это самый главный совет. И она говорит: о, да, мама была очень злая, может что-то такое сказать, но с юмором, то есть травмы это ей никакой не нанесло. А с Аркашей? Мы не ругались. Нет, я имею в виду вот порог терпения и страха того, который ты не можешь. Ты же не можешь сказать человеку: слушай, я так с тебя боюсь. Ну да. Нет, как-то мы правильно нас... Вот те 3 фразы, что я тебе сказала, вот они нас сопровождали весь этот период, и мы понимали, что мы через это пройдем. Очень тяжело, нужно максимально как-то мне помогать по мере сил, но как-то... Я делала все, делала по дому, я возила детей на кружки. Да, потому что только я водитель дома, и дети все равно... У них есть мамина комната, мамина кровать. Так сложилось. Может быть, даже в какой-то степени авторитет Аркаши в этот период и вырос, потому что тут волей-неволей ему приходилось на себя брать больше, чем раньше. Хорошо, вот Полине помогаешь ты. А кто помогает тебе? И она мне тоже помогает. У нее бывали дни, когда она переставала сама себе принадлежать. Каждый раз после химии где-то через день, через сутки наступало, когда она исчезала. Она закрывалась вся в комнате, лежала, ни на что не реагировала. Но потом жизнь к ней возвращалась. Так у нее ее организм, ее психика устроена, что она... Прямо видно было, как наполнялась она энергией, и опять она начинала что-то делать. Ее опять начинали посещать мысли о том, как ей реализоваться в профессии. А это верный сигнал, что как только она думала о том, что ей надо продолжать петь, это значит, что она приходит в себя и выздоравливает. И вот мы в этом сочетании прожили уже большую часть. Вот она выходит сейчас из болезни, и что-то еще продолжается, но мы воспринимаем это как просто этап жизни. Мне кажется, что мы даже про это и вспоминать-то не будем через какое-то время. Да, понятно, человек болеет, но ты-то не болеешь? Я вообще, по-моему, ни разу не болел толком за то время, что она болеет. Это, возможно, моя внутренняя какая-то психологическая мобилизация. Меня больше беспокоит в плане какой-то отдачи, которая требуется от меня, ситуация, связанная с войной, ситуация, связанная с тем, что туристы исчезли, и покупателей продукции моего бизнеса стало меньше. Потому что это то, на что я повлиять не могу. Вот. А на рак ты можешь повлиять? Я, по крайней мере, могу создавать какую-то такую атмосферу в отношениях с детьми, которая позволяет это все пережить легче и забывать обо всем об этом. Мы строим планы постоянные, что будет, когда мама выздоровеет, или мы куда-то поедем. А когда закончится война, я не знаю просто. Я всех спрашиваю, когда закончится война, что ты думаешь? И, в общем, никто не знает, когда она закончится. И это меня беспокоит сильнее, чем то, что связано с болезнью. Ты гордишься мужем? Еще как. Да, и дети гордятся. Они не очень еще пока понимают, но мы каждый какой-то этап их взросления возвращаемся к тому вообще, кто их папа. И им от года к году это интереснее. Трудно объяснить, кто Они их прекрасно папа. понимают. Они знают, что тобой нужно гордиться. Да, спасибо. Телекомпания ТВ2 вырастила целую плеяду ведущих, но я просто не буду всех перечислять, но от Юлии Мучник до Ирины Шихман на самом деле. А каким проектом ты больше всего гордишься? У меня такая особенность, что я вообще успехи всех, кто у меня работал, я воспринимал как свои. Я не могу выделить, во-первых, я просто кого-то задену, а во-вторых, у нас были просто потрясающие радиостанции, помимо телевидения, с великолепными радиоведущими. У нас вот эти все акции и мероприятия, которые мы проводили, которые не имели непосредственного отношения к эфиру, каждая из них, она золотая была абсолютно. Мне нравится в целом школа ТВ2, которая сформировалась. И я вообще даже не знаю, как этим людям жить сейчас в профессиональном смысле. Просто это ощущение, что никто не может прийти и сказать тебе, как надо. То есть меня могли послать. Я помню, как я негодовал и чувствовал себя как двоечником, когда я приходил в новости и пытался рот открыть по какому поводу. А меня просто говорили: уходи отсюда. И я дорожил этим
какой-то момент, я понимал, что это вообще часть бизнеса на самом деле. То, что они вот до такой степени чувствуют себя самостоятельными, это имеет бизнес-ценность. Но на этом мы и стоим как актив. Это значит, что тебя больше смотрят. Доверие вообще телезрителей, доверие, это его в бизнес-плане можно выписывать. Потому что если его нет, то значит тебя мало смотрят. Или смотрят, но не воспринимают. Это тоже важно. Осталась хотя бы одна независимая телекомпания в России на сегодняшний день? Я думаю, что некоторые представители некоторых телекомпаний считают, что они остались как независимые. Почему важно в городе иметь свою независимую телекомпанию? Да нет, выяснилось, что и не важно. Ну, просто потому, что есть такая профессия – журналистика. Особенно провинциальная журналистика. Она должна быть независимой. Только тогда она начнет выражать мнение не тех, кто тебе дает деньги, а жителей. Жителям важно иметь свое представительство. Мы были главные их защитники. Люди знали, что можно написать письмо в мэрию, а можно написать письмо в телекомпанию ТВ2. А так как мы не решали мировых проблем, мы занимались проблемами баб Маши. Баба Маша. У нас была целая история, связанная с бабой Машей, у которой прохудилась крыша. И выступал у нас в телекомпании председатель Думы. Пришло звонок от бабы Маши и сказала: а у меня крыша течет в моем доме. И он разразился целой тирадой по поводу того, что мешаете своей ерундой нам серьезные проблемы решать. И это превратилось в целое движение «Баба Маша», которое так и называлось. И он был вынужден извиниться. Бабе Маше крышу отремонтировали, а все зрители поняли, что есть телекомпания, которая стоит на их стороне. На общенациональном уровне это невозможно, а на городском можно. Сейчас, когда у каждого олигарха в изгнании есть медиаресурс, и это напоминает какую-то медиавражду за деньги, тебе кажется, что это рабочая схема, когда богатый человек финансирует СМИ и еще имеет влияние на его редакционную политику, и все это объясняют трудной ситуацией российской оппозиции? Это, конечно, абсолютно нездоровая ситуация. Но другой возможности сегодня у этих олигархов влиять на политическую жизнь России, они так хотят на нее влиять, а у них нет. А они с помощью СМИ, которые находятся за пределами России, могут на нее разве влиять? В том-то и дело, что это абсолютнейшая иллюзия. Уровень влияния всех вот этих медиа, как и уровень влияния всех этих оппозиционных политиков, она абсолютно нулевая. Они-то поделить эту маленькую аудиторию, которая уехала из России, не могут. Разрывают ее на части и ссорят друг с другом. А уж тем более они не оказывают никакого влияния на тех, кто остался в России. Я вообще плохо себе представляю, как можно делать медиа, рассчитанное на Россию, не живя в России. Допустим, я в российской политике, я все знаю, я слежу за этим и так далее. Но я перестаю чувствовать настроение людей. Продолжая вещать из другой страны, не соприкасаясь с этими людьми, я перестаю их чувствовать и понимать. Я начинаю им что-то рассказывать, исходя из своих представлений сегодняшних, а это может быть совсем не то, что думают они. Из-за каких-то выборочных разговоров с теми, кто остался из моих друзей там, я понимаю, что мы уже находимся просто на разных планетах. Они думают, что я такой же, какой я был до отъезда, и я думаю про них, что они такие же. А каждый из нас прожил свою собственную жизнь. И я в этом смысле очень сочувствую какому-нибудь Дождю, в том смысле, что они перестают понимать эту аудиторию, но стараются на нее, тем не менее, работать. А если уж говорить про всяких других политических деятелей, Дождь все-таки ведет журналистскую работу, а эти конкретную политическую работу. Так это вообще, по-моему, не имеет никакого смысла. Скучаешь по снегу? Нет. Я в Сибири родился, я ненавидел снег. Школа находилась на берегу реки, сдвоенные уроки физкультуры на лыжах. А когда у тебя мерзнут руки, ноги, и все отваливается. Поэтому все скучают по осени. А я, кстати, в Томске была осенью, там очень красиво осенью. Но здесь осень, как здесь зима. И поэтому она просто короткая. Ты получаешь эту зиму. Но многие говорят, поехать снег. Нет, я скучаю по бане. Угу. Баня и некоторые виды речной рыбы – это единственная замену чему я здесь не нашел. Ну, не тянет туда, не снится. Не снится все время.
И снится как раз в основном не Томск как таковой, или там не Москва, которую я очень любил, а именно ТВ-2. Вот я что-то делаю, хожу по этим коридорам, которые продолжают для меня быть в каком-то смысле важными, потому что в течение обычной сознательной жизни я вообще про не вспоминаю ничего, никогда не думаю про это. Я там не мучаюсь от ностальгии или еще от чего-то. А вот ночью, да. Ты сейчас себя чувствуешь больше израильтянином, чем россиянином? Или все-таки родина твоя там? Я вообще себя не чувствую россиянином. Меня, безусловно, триггерит все, что там происходит. И мне есть дело, я слежу, но я себя перестал ощущать гражданином России, человеком, который связывает какое-то будущее. Но по какой-то причине это все равно, все, что там происходит, для меня остается болезненным. А почему тебе есть дело до этого, если тебя это больше не касается? 53 года. Любого человека касается прошлого. И вдруг, если ты склонен к каким-то сентиментальным моментам, и вдруг начинает в сердце где-то что-то болеть, когда ты видишь школьную фотографию, какие-то воспоминания, связанные с прошлым. Я там родился, я там учился, я там женился, там похоронены мои родители. Я не могу эту страну изъять из своей души совсем. Это было бы вранье, если бы я это сказал. Меня перестало беспокоить, что с ней станет потом. И в этом смысле я вообще никак не связываю. Это их дело, их, не мое дело. То есть ты про людей, здесь говоришь мы, а да, про там говоришь их. То, что происходит здесь, меня беспокоит значительно больше. До начала войны в Украине, когда я только переехал, 90% новостей, которые я потреблял, были связаны с Россией, а 10% с Израилем. Потом это стало баланс какой-то соблюдаться. А к 24 февраля, может быть, 10-15% я интересовался тем, что происходит в России, а все остальное я жил в другой повестке. Но война в Украине меня опять вернула туда. И я сопротивлялся этому. Чувство дикой, кошмарной несправедливости, к которой моя бывшая страна причастна, она меня опять погрузила во все эти YouTube-каналы, в тематику, в фамилии, которые я уже начал забывать. А сейчас я опять внутри нее, и это очень разрушительно, я хочу сказать. Момент, когда говорят, что вот если вы поддерживаете Израиль, то вы должны поддерживать и Россию. Почему-то поддерживаете Украину. В чем здесь нарушение логики? Но если есть что-то общее между той войной и нашей войной, то и Украина, и Израиль борются за право на существование своей страны. В этом смысле действительно много общего. И не между Израилем и Россией, а между Израилем и Украиной. Суть проблемы израильско-палестинской заключается в том, что по ту сторону считают, что у Израиля нет права на наше существование. Они считают, что нас не должно быть. И когда они говорят от реки до моря, они имеют в виду именно это. А вы как считаете? А мы считаем, что мы имеем все права, и юридические, и человеческие, и моральные, какие угодно, и мы готовы за это право бороться. Израиль а в том, что касается их территории? В том, что касается их территории, с моей точки зрения, мы можем говорить о том, что будет происходить на их территории только тогда, когда они признают наше право на существование. Невозможно говорить с человеком о том, что будет с нами, если этот человек считает, что нас не должно быть. О чем можно договариваться с людьми, которые считают, что нас не должно быть? Вот если они изменят эту свою позицию, то тогда нам надо будет садиться и размышлять, как сделать так, чтобы два народа смогли нормально сосуществовать. И что делать с этими территориями, и что делать с палестинским государством. Сейчас людям, которые не приемлет никакого аргумента за то, что мы должны здесь жить, давать возможность создать свое государство, это значит точно уничтожить Израиль. А Украина борется тоже за свое право быть самостоятельной, независимой от России, за то, чтобы быть украинцами. И в этом смысле мы похожи. Я как раз не понимаю, почему нужно проводить параллели между Израилем и Россией, когда Россия принимает у себя нашего врага. То есть она легитимизирует нашего врага. Сразу после 7 октября они приняли Хамас. А вы смотрели встречу Путина с заложником, который израильтянин российского происхождения, на которой Путин благодарил Хамас за проявленное великодушие? Это, конечно, взрыв мозга абсолютный. У этого парня 7 октября убили отца. Его маму, его девушку, бабушку. И они провели там много времени, и сам он провел больше 500 дней в плену этого самого Хамаса. И на его глазах Путин благодарит Хамас за то, что они проявили человеколюбие.
Я вообще не считаю правильным давать какие-то оценки этому парню, просто потому что он прав, что бы он ни сделал. А у нас в Израиле некоторые считают, что он не должен был идти на эту встречу. А он мог не идти? Мне даже не кажется это важным. Может быть, мог, может быть, не мог. Но человек, который перенес то, что он перенес, вне любой критики. Но то, что творит Путин, это, конечно, совершенно полнейшее безобразие. И здесь для израильтян это было нож в сердце просто. Благодарить Хамас после 7 октября. После того, как все это живо еще. Это такое издевательство, унижение. Форма унижения. А у тебя 2 пацана подрастают. Ты готов будешь их отправить в армию на войну? У меня внук через год пойдет в армию. И не поверишь, мы никогда ни с дочерью, ни с бабушкой, внуком, то есть моей женой бывшей, эту тему не поднимали. Это для нас само собой разумеется, что этот мальчик пойдет в армию, и он сейчас в период, там всякие тесты перед армией и прочее. И единственное, что его заботит, что он что-то пройдет так, и его не возьмут в те войска. И он живет в Ранане, это такой город, где мало очень русского населения. И в его классе, по-моему, он единственный русскоговорящий. И я его спрашиваю: Тима, скажи, а вообще многие из твоих друзей, пацанов, хочет свинтиться из армии? Он говорит: ни одного. Я не знаю, насколько это отражает общую тенденцию в Израиле, но, по крайней мере, вот конкретно в этом ивритском классе моего внука все хотят в армию, несмотря на то, что произошло. Ну, тебе страшно? Безусловно. Я сейчас был на нескольких похоронах детей, близких мне людей. Я вижу эти кладбища, где хоронят солдат, как они разрослись, и отовсюду на тебя смотрят эти красивые, необычайно, почему-то погибают очень красивые люди, молодые лица, улыбающиеся. Это как бы соль земли израильская, которая, в общем, пошла воевать, многие из которых не могли бы не приезжать. Вот один из погибших вообще жил в Америке, молодой парень. 7 октября случилось, приехал и погиб в танке. И это тоже для меня свидетельство того, что они знали, что они делали, они понимали, ради чего. И это не ради денег, это ради каких-то тех идеалов, которые мне когда-то были важны. И я вдруг поймал себе на мысли, что раньше у меня там рос сын, и моя главная задача была сделать так, чтобы к моменту его ухода в армию его туда не ушли. Но я знал, что я же договорюсь там. Знаю как, и знаю с кем, и знаю за сколько. А здесь мы живем иначе. Но идея примерно всегда та же, что ты должен за родину отдать жизнь. Да, за родину отдать жизнь. То есть это какой-то все время договор, вот этот, что ты за родину можешь умереть. Человеку, мне кажется, это нормально, когда у него есть родина, за которую ты можешь отдать жизнь. То есть 7 октября показало, что я тоже могу взять автомат, если надо будет. Ты хотел? 7 октября мы с Полиной оказались в Париже. У нее был день рождения, она никогда не была в Париже, и я ее туда повез. Мы 6 октября вылетели. Детей оставили у моей старшей дочери. А 7 октября мы узнали, что случилось, и мы не могли попасть. Мы хотели вылететь сразу, потому что все израильтяне в едином порыве полетели сюда. И в первую очередь полетели молодые ребята, у которых не было билета, и люди отдавали им свои билеты, чтобы они смогли полететь и отдать свою жизнь. Мне кажется, это важно иметь родину, за которую ты готов воевать, биться, и ты понимаешь, почему. Вот Израиль дарит это ощущение удивительное. Ну, страна, в которой 90% людей служили в армии, она другая, чем та, в которой не так? 90% и мужчин, и женщин. Слушай, я не могу сравнивать. Я уверена, что да, это не может не сказываться, но я все-таки здесь живу большую часть своей жизни. Я других стран уже не знаю. Все мужчины, израильтяне, сейчас я это как-то особо узнаю, все с посттравмой, безусловно. Тут не просто так над детьми трясутся, тут не просто так эти папы, которые израильские, это такой известный прям бренд «израильский папа». Многие из них, пройдя боевую службу... А боевую не просто боевую, то есть ты не просто там на плацу сжимаешься, ты... Ну, конечно, они потом очень дрожат над своими детьми. У них повышенное внимание, повышенная тревожность. Они многие с синдромом посттравмы, очень хорошо скрываемым. Сейчас об этом все больше и больше говорят, особенно в свете того, что война еще не закончена. И такой длинной войны у нас еще не было в истории. Но при этом я не могу сказать, что это не в агрессивности сказывается.
Наоборот, это проявляется в гиперзаботе о твоих детях. О том, что когда здесь теракты, то всегда в окружении находится человек, при котором есть оружие, который может ликвидировать террориста. Но ты считаешься солдатом запаса. И я не думаю, что кому-то где-то важно мое солдатское прошлое. Оно важно, наверное, мне. Я до сих пор помню свой номер. Я детям рассказываю. Ну, это интересно, что мама была солдаткой. Но я говорю, вы знаете, что у меня была не зеленая форма, а бежевая? И Тая так многозначительно кивает. Как будто бы она что-то в этом понимает. А ты боишься в том, что однажды это коснется детей, и они пойдут в армию? Ну, вы живете здесь. Об этом я подумаю завтра. А, вот так, да? Да. Ты знаешь, это двоякое какое-то чувство. С одной стороны, я боюсь, конечно же, что они могут пойти в боевые, а с другой стороны, я боюсь, что они вдруг выберут не идти в армию. Мне это будет, наверное, неприятно. Я уже сейчас им рассказываю о том, что армия здесь, в Израиле, это не обязательно про оружие и про войну. Тебе здесь армия может давать разные способы реализации. Ты можешь в армии быть художником, журналистом, певцом, актером. Ты сам это выбираешь? Ну, ты понимаешь, чего ты хочешь, и в старших классах школы ты начинаешь этого добиваться. Ты можешь эту профессию получать в армии, и армия тебе может дать зеленый свет на эту профессию в будущем. Вот есть такие профессии, опять же, какие-то технические или, возможно, медицинские, когда это называется «оттуда». Когда ты сначала идешь учиться на нужную армии профессию, а потом уже идешь служишь, но уже и подписываешь контракт. То есть армия дает много разных вариантов. Когда ты видишь, что зло побеждает, в общем, примерно по всем фронтам, и отступать некуда, и все, как учили в сказках, совершенно не так. Где вы находите в себе силы не сдаться? Мне кажется, здесь нужно из какого-то макро перемещаться в микро, и тогда картинка меняется. Нужно все время разделять. Это умение, которому нужно учиться современному человеку. О том, что мир несправедлив, я понял давно. Правда? Ну да, когда люди, как мне казалось, значительно глупее меня становились, например, значительно богаче, и я относил это просто к несправедливому устройству мира в целом. Я просто не предполагал, что он несправедлив до такой степени. И в этом смысле действительно единственное это то, что делают лучше тем, что тебя окружает, на что хватает тебе самому дотянуться. Я в России неосознанно менял страну. Я не ставил перед собой такой задачи, но я фактически хотел сделать лучше страну, если называть вещи своими именами. Вот я сейчас больше улучшать глобальные вещи не хочу. Я понял, что я не смогу, я не справлюсь. Вот. А делать хорошо тем, кто рядом с тобой, это в моих силах. Что такое любовь? Любовь – это когда не важно, сколько тебе объект твоей любви дает, важно, что ощущаешь ты. Любовь – это умение отдавать без условий. Любовь – это когда ты можешь смещать фокус с себя любимой и не чувствовать себя при этом ущемленной. Не знаю, как на этот вопрос можно ответить. Есть что-то в жизни важнее любви? Наверное, нет, потому что любовь дает тебе настоящая любовь, наверное. Состояние уверенности, полноценности и сил двигаться дальше, вперед. У меня так, по крайней мере. Что такое счастье, Полина? С возрастом понимаешь, что счастье – это состояние моментное, и за него нужно держаться. Вот недавно я повезла младшего сына и двух его друзей на футбол. И по дороге зарядил дождь. И тренер написал, что тренировки не будет. Пацаны страшно расстроились, им по 9 лет, они очень любят футбол. И они попросились к нам домой, а я очень это не люблю. Ну, пацаны, бардак, вот это все. Ну, они приехали к нам домой. Я вдруг поставила себя на их место и подумала, чего бы мне хотелось в 9 лет, в дождливый день, когда отменилась тренировка. Я им сделала горячий шоколад, я им нажарила оладьев. И пока оладьи там себе шкварчали на сковородке, я вот так вот облокотившись смотрела в окно, где просто огромное зеленое дерево, этот дождь идет. И я просто понимаю, что ну вот же оно счастье, вот она нирвана. Никуда за ней бежать не нужно. И вот я тебе говорю, у меня мурашки прям, это кайф. Это тебя рак так изменил? Или это тебя жизнь в Израиле так изменила? Или вот эти последние события? Да все вместе. И все, что связано с моим мужем, все, что происходило, при каких обстоятельствах. Он в конечном итоге переехал жить в Израиль. Поэтому мы научились просто хвататься за момент
ценить его, дорожить им, зависать в нем, потому что это и есть счастье. Это с возрастом приобретаемое искусство. Я возьму в аренду не свой вопрос. Я надеюсь, что Юрий мне простит. В чем сила? Мне кажется, что сила в маме. С возрастом начинаешь понимать, как много тебе дают родители, особенно мама. Моя сила в ее силе. Она так хотела меня сделать защищенным и сильным. Она столько в это эмоционально вкладывалась, что, возможно, она и дала мне стойкость какую-то и прочее. А была бы у меня какая-нибудь другая мама, и мне было бы жить гораздо тяжелее. Я бы до Аркашиного ответа, возможно, как-то иначе бы ответила. У меня то, что я хотела сказать, вдруг трансформировалось. И я понимаю, что исток тоже в маме. Потому что для меня сила, помимо семьи во всем, это, безусловно, реализация себя в профессии. И в нашей семье это была такая какая-то боль. У меня мама была парикмахером, но очень талантливым. И в свое время, в советское еще, она участвовала в каком-то всесоюзном конкурсе парикмахеров и заняла 2-е место. И приз второго места было обучение еще парикмахерскому делу полгода в Латвии. А у мамы на тот момент были уже мы с сестрой маленькие, и папа ее не пустил, как нормальный советский мужчина, у тебя маленькие дети, куда ты на полгода поедешь? Папа суров. И мама во все критические моменты своей жизни, в ней поднималась эта обида, она не могла ему это простить. И она, наверное, всеми силами передавала нам мысль, что вы должны себя реализовывать, несмотря ни на что. Эта мысль вот благодаря маме перешла, это важно. Выбери, пожалуйста, милосердие или справедливость? Милосердие. Свобода или стабильность? Сложный вопрос. Но я живу с таким человеком, рядом с которым я не могу сказать стабильность. Свобода. Свобода, конечно. Правда или безопасность? По ситуации. И вообще правда. Но бывают случаи, когда ты должен взять на себя ответственность, сказать неправду ради безопасности. Но это тонкая вещь. А у тебя было такое? У меня не было. Когда сам за себя, то правда. Когда на тебе дети и еще другие люди, за которых ты отвечаешь, наверное, безопасность. Родина или истина? Желательно, чтобы это как-то вместе. Истина. О чем ты мечтаешь? Я больше не улучшаю страну, не улучшаю общественное пространство. Я мечтаю вот со всеми близкими людьми куда-то ездить. Полин считает, что я зря детям даю так много поводов мечтать, потому что жизнь оказывается сложнее, и мечты часто не сбываются. А я с ними люблю представлять. Вот мы сейчас поедем, например, в Италию, и что мы там будем делать, и мы придумываем. И засыпание мальчиков на мне, и никто не видит, как мы это делаем, как мы мечтаем, да, и я даю волю каким-то фантазиям. И вот они все у меня такие сейчас довольно приземленные, поэтому я когда слышу там краем уха про прекрасную Россию будущего, я думаю, что как здорово, что мне не нужно больше об этом думать. Еще я хочу, чтобы война закончилась и заложники освободились, были освобождены, потому что это, конечно, абсолютно личная история у всех израильтян, связанная с заложниками. Проходишь мимо этих лиц, смотришь на них и представляешь весь этот ужас. И это должно закончиться. Что будет дальше? Ты же визионер, ты много раз увидел будущее. Я вообще много думаю про будущее Израиля. Я его, видимо, преувеличиваю его. Но у меня очень оптимистическое отношение, что наступит очень длинный этап мира, что Израиль ждет экономическое процветание, вот, что многие израильтяне, которые уехали, вернутся, что взросление моих детей придется на какой-то период процветания и страны тоже. Я на самом деле не уверен так в мире, как в Израиле, потому что мир состарился. Европейские нации, они старые. Это закат. Может быть, потом начнется какая-то другая история, но сам этот перелом, он очень болезненный. А я люблю израильтян именно из-за того, что это чистые подростки. Вот если говорить о нации как о человеке, то вот со всеми своими выкрутасами, несуразностями, с жаждой жизни,
с переменчивостью настроения. Это все черты вот этой подростковой израильской нации. Видно на глазах, как она расцветает, но очень много угловатости. Вот все то, чего мы видим в подростках. И вот-вот наступит этот момент, по моему внутреннему ощущению, когда подростки превратятся в прекрасных молодых людей. В этом смысле, мне кажется, мне повезло, что я буду свидетелем вот этого состояния. То есть я пережил какой-то момент возрождения нации в России, которая оказалась иллюзией. А здесь, мне кажется, что как раз мне удастся увидеть настоящее, а не иллюзию. О чем ты мечтаешь? Мечтаю мечтать, чтобы всегда было о чем мечтать, чтобы было вдохновение. Не понимаю, как жить просто, обыденной жизнью. Когда у тебя нет чего-то, что тебя подстегивает идти дальше. Что у меня было страшнее всего? Я в какой-то момент перестала мечтать, у меня не было мечты. Я не видела будущего, и это было очень страшно.